Итак, подождем, пока подтянутся наши подписчики. Ибраим на месте. Если Ибраим на месте, значит YouTube тоже будет на месте. Так. Ибраим, как мне слышно в Инстаграме, Телеграме? Добрый вечер, дорогие мои подписчики. Слышно хорошо, видно, слышно. Дайте знать. Дайте знать, чтобы мы не отвлекались во время эфира. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Слышно хорошо. Ассаламу алейкум. Мы на связи. Значит, мы на связи. Сейчас в веб примем нашего. Понял. Разрешить говорить. Веб хайшу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хайшуй со. Хайшу маршалду ларанч. Дэр маршалду. Дэрес хил. Шу дэр масера манаш қобал лайн холдал меле язел. Юкшарака бадаста мокшал варозендер масарна. Здравствуйте в Инстаграм. Хорошо видно и слышно. Итак, дорогие мои друзья, сегодня у нас пятница. Пятница, время прямых эфиров, стримов, ответы на вопросы. Если таковые у вас есть, если кто-то захочет задать в видео, в аудио формате, вы можете подключиться на наш телеграм-канал. Также, если вы хотите писать, можете зайти через YouTube канал. Но если вы готовы показывать свое лицо, как говорится, лицом к лицу, можете зайти в Инстаграм, снизу камера с плюсиком, отправляете, обязательное правило, чтобы было видно лицо, задаете вопрос, или же опровергаете, или же дополняете тот или иной вопрос, который мы обсуждаем. Конечно же, все в рамках законодательства Российской Федерации. Нужно знать, что незнание закона не освобождает от ответственности, и мы все взрослые люди, и мы здесь говорим об истории, географии, культуре. Мы не занимаемся политикой, но разбираем некоторые вопросы, которые иногда бывают в области политики. К сожалению, так получилось, что историю рассказывать это в любом случае затрагивается та или иная политическая система, будь то 200-300 лет тому назад, а возможно и 1000 лет тому назад, смотря какой период мы рассматриваем. Поэтому, дорогие мои друзья, прошу сразу заранее прощения. Я по происхождению чистокровный нохчи. Я могу ошибаться, я могу оговориться, я могу допустить ошибку. Мне это простительно, это не мой родной язык. Мой родной язык это нохчи мат. Поэтому, если вдруг, несмотря на все регалии, несмотря на все высшие образования и все остальное, это не говорится о том, что я, как представитель другой нации, не могу ошибаться или оговориться. К сожалению, такова жизнь. Это я говорю тем злопыхателям и нарнийцам, которые, к сожалению, занимаются тем, что, видите ли, оговориться, дипломированы, дипломизированы, с учетом того, что люди могут и нервничать, и переживать, и ошибаться. Еще раз повторюсь, я нисколько не считаю и не оправдываюсь, могу оговориться, могу что-то сказать неправильно. Да, точно так же, когда мы зачитываем книги, я много раз вам показывал, допустим, вот книги, великолепная книга, которую мы используем в нашей работе, это «Кавказские горцы», сборник сведений. И точно так же есть книги Броневского, которые еще написаны до революционного периода, там букву «ять», «ить», само собой нужно заменять, и порой, конечно, могу допускать ошибки, чтобы людям было понятно. Мы не защищены от этого, но все-таки заранее предупреждаем, как говорится. А если у вас есть вопросы, никаких проблем, готовьте, пишите, скопируйте на WhatsApp, можете потом уже отправлять или на Инстаграм, или на YouTube канал. А если вы хотите аудио формате, писать не любите, подключайтесь на наш прямой эфир в Телеграме. Здесь все идет в онлайне.
вы можете задать точно так же вопросы, касающиеся нашей, как говорится, истории. В первой части мы рассмотрим с вами документ номер 10. Как я вам обещал, в прошлый раз мы рассматривали документ номер 9, сейчас 10 документ. Это книга, которую мы как объединили Ингушетию и Чечню, документы, факты, комментарии. Некий Яндиев А.Д. написал эту книгу. Это очередная книга, которая была неизвестна нашему читателю, то есть для нашего региона, но она была в продаже и в Осетии, и в Ингушетии, и в других северокавказских республиках, куда они смогли ее отвезти и распространить. Но в Чечне она не приобрела или не захотели ее привезти сюда. Ну, все-таки, как говорится, где наша не побывала, наши читатели есть везде, и они, ознакомившись с книгой, прислали ее мне, сказали: ознакомься, и если достоверно, подтвердить, а если недостоверно, показать. Дипломизированный — это ошибка монтажера, а эти клоуны, дети, начали цепляться и повторять даже на федеральных каналах бывают такие моменты из-за монтажа. Баркала, брат, знаю, дал сидор, дал духу. Мы-то это все понимаем, но люди, видать, настолько им за эти 200 лет, валикум ассалам, били в голову шпалу, что они считают 100% без ошибок. Все бывает в жизни. Нервничать бывает и так далее и тому подобное. Поэтому первый вопрос. Где были подбитые первые российские танки, которые шли на Чечню, на чьей территории и кто погибли в том перестрелке с российской армией? Из кустов Ин-2. Из кустов Ин-2. Это новейшая история. Это не 2000 лет тому назад и не 500 лет тому назад. Что касается информационных каких-то анализов или говорить об истории, если ты на то пошло, ты хочешь попытался к вчерашнему эфиру меня вернуть, я хочу тебе сказать, что до колонн, те колонны, которые не пропустили, которые точно же были перегорожены, которые были остановлены, на которых были, как ты утверждаешь, и так далее и тому подобное, я не хочу углубляться, может быть, ты не знаешь, но в Чечню заходили колонны с 3 сторон. По первой русско-чеченской войне, контртеррористической операции, заходили с 3 сторон, не только с Ингушетии. То, что ты говоришь, видеоотрывки из НТВ, я видел, но и опять же, я попросил не этого человека до этих вопросов с 3 сторон. По первой русско-чеченской войне, контртеррористической операции, заходили с 3 сторон, не только с Ингушетии. То, что ты говоришь, видеоотрывки из НТВ, я видел, но и опять же, я бы не стал с 3 сторон.
по первой русско-чеченской войне, контртеррористической операции, заходили с 3 сторон, не только с Ингушетии. То, что ты говоришь, видеоотрывки из НТВ я видел, но и опять же, я бы не стал. Стал бы на твоем месте нести ту. Да, маршал. Пришло нормально. Хэз. Работает ровно, пошла, ковчег, работает ровно. Да, ладно. Да, слышишь? Озеро. Уршус. Озеро. Так, итак, скажите мне, в Инстаграме меня слышно сейчас? Так, свободило, что? Опять слабый сигнал. Вот решил. Умечал у вас милуху. Ага. Так, зависает. Ну, то, что зависает, это я понял. Сейчас меня как видно, слышно. Просто периодически. Охузя. Телеграм что зависает, я шви. А Инстаграм просто даю. Нагас есть шум до цоги. Даю ли хаза? Так, друзья, Валерий, все, хорошо. Друзья, давайте сейчас ваши вопросы вы пока подготовьте, я обязательно отвечу по вчерашнему своему вопросу к этому молодому человеку, отвечу на ваши вопросы. Опять же, в рамках, придерживаясь законодательства, мы должны быть очень аккуратны, мы занимаемся историей. И должны понимать, что ненужные разговоры, есть компетентные органы, которые могут ответить на эти. Ваши вопросы вы пока подготовьте, я обязательно отвечу по вчерашнему своему вопросу к этому молодому человеку, отвечу на ваши вопросы. Опять же, в рамках, придерживаясь законодательства, мы должны быть очень аккуратны, мы занимаемся историей. И должны понимать, что ненужные разговоры, есть компетентные органы, которые могут ответить на эти вопросы. Собашламук, хамилу алачум вятнир, хитцалцам башламу, нохчиу, тайпан эшбатову, цейр бярк элару, кайума халяйон. Хамилу алатахин, сомца уарха саволчи эфириван, хамилу бошвачу. Итак, друзья, сейчас я зачитаю документ номер 10, на который мы перешли в прошлом. И прежде чем начать этот документ, хочу сделать небольшое вступление. Вчера я разговаривал с одним нашим братом, достойным братом, который искренне любит свой народ, своих братьев ночи. Зовут его Ваха. Мы разговаривали фактически час. Знакомы мы где-то были еще лет 5 тому назад, мы встречались. Он сам ингушского происхождения. Он не считает нас разными, он считает нам одним народом, братьев. И мы поговорили с ним. Изначально, конечно, он был настроен немножко агрессивно, возможно, недопонимание, возможно. Но поскольку некоторые моменты, он говорит о том, что если есть люди, которые в чем-либо виноваты и занимаются конкретно фитной, занимаются разжигательством или там и так далее и тому подобное, нужно называть этих людей конкретно, фамилия, имя, отчество. Вот он так
и попросил сказать, что я всегда говорил, возможно, он не слышал, и, надеюсь, услышит Ваха и остальные, всех нормальных братьев соседнего региона, достойных братьев, Аллах, здесь речь не идет. Здесь речь идет о людях, которые пишут книги, которые занимаются фитной, которые занимаются подстрекательством, которых нужно опровергать. Потому что если не опровергать, вы поймете почему. Написанная книга, и сегодня десятки и тысячи человек, как будто бы у всех есть эта книга, как будто бы оттуда взята, эту мантру повторяет, особенно в социальных сетях. Причем вынося это все за пределы нашего региона. Поэтому Поэтому, чтобы было понятно, изначально и сегодня мы, начиная свою дискуссию, я хочу, чтобы вы знали, я буду называть конкретно людей, чтобы знали, кто это сказал и кто написал. А насколько ознакомлены, ты, брат, копаешь предполагаемый Ноев ковчег. Нет, я не копаю Ноев ковчег. Не предполагаемый, не настоящий. Я занимаюсь исследованиями, занимаюсь историей, нашими границами, родиной и географией, культурой в том числе. Изучаю. Итак, еще раз в начале, чтобы было всем понятно. Я в последнее время, вы знаете, работал по восточной стороне. Появилось огромное количество норнийцев с восточной стороны, из плоскостной, из горной, которые начали писать тоже всякий бред, сказки, видео, которые вы мне присылаете. Уважаемые друзья, это видео, которое выступает некий кумык, этому видео то ли 3, то ли 4 года, или 5 лет этому видео. Кумыки сами его настигли, попросили прощения, сказали, что этот человек больше никогда не будет этим заниматься. Он не историк, он не ученый, то ли какой-то, я не знаю, то ли сторож какой-то, то ли, просто такая сборище людей, которые не отвечают за свои слова, но пообещали, как говорится, что поделаешь. Ну да. И попросили прощения. Я не знаю, кто это делает, сделали это Сюлич, сделали это кто-либо другой, но кто бы то ни был, кто-то откопал данное видео, откопал это видео, загрузил его в интернет еще в прошлом 25-м году, и заново все чеченцы, ауховцы, особенно там идут оскорбления там и про ауховцев, и про шейха Мансура, и все остальное, они заново начали это будоражить, и те люди, которые не видели его еще 3, 4 или там 5 лет тому назад, заново мне его присылают: ты видел, это чушь собачья, бравада, сказки, человек не имеет никакого ни исторического. Если я буду сегодня отвлекаться, и вы будете отвлекаться, каждой бабке, которая продает на базаре семечки, будет рассказывать вам о великой истории Золотой Орды, булгаров, гуннов, которые якобы пришли, они владели Хазарией, они владели всей Чечней, вплоть до там Владикавказа. Это из ряда этих людей, которые непосредственно рассказывают такую браваду. Поэтому прошу вас не верить и не распространять. Они уже давно сами кумыки нашли, попросили прощения, сказали, что этого больше не повторится, этим закончилось. Этот вопрос закрыт.
Вот. Что касается сегодняшнего, как я говорил, мы не имеем в виду целые народы, мы имеем в виду конкретно людей, которые занимаются провокацией. К сожалению, фамилию этого кумыка я не знаю, поэтому, я знаю, что вы знаете, о каком кумыке идет речь и о каком видео идет речь, которое распространило эту всю чушь. Что касается остальных, мы будем называть, по крайней мере, кто написал. Авторов книги я вам называю, тот Аджигов Тамерлан я вам назвал, здесь я вам назвал это Яндиев, но данные документы, которые в этой книге написаны за каждым человеком. Сегодняшнее интервью, записанное за номером 10, это интервью, чтобы было, это ныне покойный человек, который в свое время попался на чеченофобском комментарии в Фейсбуке, где он оскорблял чеченский народ. И когда ему за это его призвали, он сказал, что его взломали, что он такого никогда не писал, и что это все неправда. Некий, кто же это, сейчас я вам зачитаю, и что он написал. Хочу ознакомить вас с этим документом, для чего вы поймете. Речь идет не о том, что он написал, и сегодня его нету. Книги есть. Люди на это ссылаются. Откуда они берут и куда они все это забрасывают, чтобы вы знали героя этих слов, которые, про этого человека есть и молва, что он написал вот этот издел земной вечности. Доказательств прямых у нас нету, кроме как разговоров. Но данный документ непосредственно закреплен за его именем. Это документ номер 10. Интервью заведующего отделом истории Ингушетии, Ингушского национального НИИ имени Чаха Ахриева, Нурдина Кадзоева для радио Ангушт. Послушайте только. Для радио Ангушт. В каком году это было написано и сколько лет прошло. И после его выступления опубликовали в книге. Через 5 лет эта книга выходит. Эта книга вышла в 2018 году. А интервью он дал 5 лет до этого. То есть эти слова актуальны, и их используют в научной литературе, в документах, исторических документах. Итак, посмотрим, что же пишет. Я этот документ сразу хочу заранее забежать, чтобы вам было понятно. Я этот документ прочитал. Здесь идет обвинение руководства Чеченской Республики, не называя фамилию, здесь обобщенно. Насколько хитро это все делается, я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы особенно детально вслушались каждое слово. Как этот человек занимается компиляцией, как этот человек настраивает и как он подводит. Я буду вам цитировать слово в слово, и если я отрываюсь от книги или я буду делать вставки, вы сразу поймете. Когда я читаю его текст и когда я своими словами, а то есть некоторые моменты, в которых говорится, что якобы я зачитываю от себя несуществующие цитаты. Сейчас я буду зачитывать документ, опять же повторюсь, отвлекаясь время от времени, поскольку это реально абсурд. Все началось еще до проблемы в 2018 году. То есть возникает первые вот эти недопонимания, начинаются по их документам, они утверждают в 2012 году. Это интервью Нурдин Кадзоев дает радио Ангушт 4 апреля 2013 года. За 5 лет до выхода этой книги, где печатается полностью это интервью, и за 5 лет до митингов, которые были в 2018 году. Чтобы было понятно, дата это очень важно. Ведущий задает вопрос. Здесь идет мир вам и милости Всевышнего, уважаемые братья и сестры. Территориальный вопрос 2000, прошу обратить внимание, еще раз. Речь 4 апреля 2013 год. Уважаемые братья и сестры, территориальный вопрос, а вернее претензии руководства Чеченской Республики на ингушские земли, начавшиеся осенью прошлого года, не утихают до сих пор. О необоснованности этих требований с юридической точки зрения мы говорили в одной из наших прошлых передач с Аюбом Гагиевым. Знакомым, да? Тот самый, если я не ошибаюсь, бывший председатель Конституционного суда соседнего региона. Сегодня с исторической точки зрения в данном вопросе нам
нам расскажет известный историк, заслуженный деятель науки Кадзоев Нурдин Даудович. Следующий сейчас будет непосредственно рассказывать Нурдин. Я хочу, чтобы сейчас меня особо внимательно послушали наши братья Урус Мартановского, Ачхой Мартановского, Асиновского, Серноводского, наши братья, часть, единая часть Нохчи народа Мялхи, который проживает Аршты, Чемульга. Это исторический, как исторический документ. И как здесь этот вопрос преподносится, вы должны об этом, очень важно, вы должны знать об этом. И наша часть единого нашего народа, Уарстхой, который является неотъемлемой частью Нохчи народа. Слушайте внимательно. Это цитаты и рассказы непосредственно человека, который занимает без малого заведующий отделом истории Ингушетии НИИ имени Чаха Ахриева, ныне покойного. Итак, Нурдин Кадзоев. В вопросе о границах, которые возникли в наше время, вопрос искусственно созданный, потому что такого вопроса у нас с чеченским народом никогда не существовало. Я прошу, это уже от меня слова, я прошу внимательно слушайте слова, каким образом пытаются нас дискредитировать и рассорить с нашим же руководством, с нашего региона. Подмазываясь якобы с народом у нас все нормально, а вот с руководством у нас проблемы. Начинается, первый же разговор начинается с этого. Внимательно слушайтесь. Я это вижу так. Если я ошибаюсь, в конце эфира вы можете сказать: Башлам, ты не прав, это на самом деле не так. Я приму критику, нисколько. Если вы желаете, можете зайти в Телеграм и там точно так же поговорить. Итак, зачитываем. Попытаюсь не останавливаться, нервы иногда срываются. Искусственно созданный, потому что такого вопроса у нас с чеченским народом никогда не существовало. Это не вопрос чеченского народа. Чеченцы не претендуют, народ не претендует на эти территории, потому что чеченцы никогда на этих территориях не жили. Это утверждение, это утверждает Нурдин Кадзоев. Вот только послушайте. Он просто знает все чаяния всего чеченского народа, но он утверждает и говорит, что никогда не претендует. Дальше зачитываем. Эта территория, чеченцы никогда на этой территориях не жили. Вот. Эта территория чеченскому этносу никогда не принадлежала. На этих территориях нет чеченских кладбищ. Запомните каждую строчку. Сегодня вы эти строчки видите от ботов, тех людей, которые без имени, отчества сидят и строчат и любят писать: там нету ваших кладбищ, это никогда не были вашими землями. Откуда вы эти слова, вы сейчас поймете. Читаем дальше. Они там не жили, потому они на них не претендуют. Вопрос о взаимоотношениях двух народов ставить не надо, а ставить надо другой вопрос. У нас с чеченским народом прекрасные отношения, и они сохраняются, потому что претензия не к ним со стороны чеченского народа, потому что претензия не к нам со стороны чеченского народа, ни у нас к чеченскому народу нет. Данный вопрос поднимается определенной группой лиц, которые волей судьбы сегодня оказались в руководстве Чеченской Республики. Это группа лиц, которая, само собой, подстрекает, это книга, она не запрещена, чтобы вы знали, это не запрещенная литература, как Эздел Абадиевская, поэтому я зачитываю. Данный вопрос поднимается определенной группой лиц, которые волей судьбы сегодня оказались в руководстве Чеченской Республики. Это группа лиц, которая послезавтра уйдет с политической арены. Ничего вам не напоминает? Каждый второй, который говорит: завтра, послезавтра вы уйдете, вас заменят, вы потом узнаете. Ничего не напоминает, да? Уйдет политическая арена, и хотя они вовсе пытаются омрачить наши отношения с чеченским народом, у них ничего не получится. Потому что мы друг друга хорошо знаем. Мы веками живем вместе, и у нас эти братские отношения все равно сохранятся. Дай Бог, конечно. Валлахи, биллахи, талай. Сохранятся, но не благодаря таким книгам и таким людям, которые пишут такое. Сохранятся.
Поэтому то, что я сейчас буду говорить, не надо воспринимать, слушайте, не надо воспринимать как укол в сторону чеченского народа. Тут речь идет, почему и как возник сегодняшний вопрос, имеет ли он под собой какие-то основания и так далее. Сегодня чеченская сторона настаивает на том, что необходимо определить границы с Ингушетией по 1934 году. Здесь я немножко остановлюсь, предыдущие вы тоже слышали. По 1934 году, да, потому что последнее соединение, то есть последний раз, когда объединялись, это дата 1934 года. И именно исходя из этого, по последней дате и границы делятся, и если возвращаются, по последней дате определяются. Ну, в основном так. Никто не оставляет там. Сейчас 22-я мировая война закончилась, сели после окончания Второй мировой войны, сели и сказали, нет, давайте границы решать не по Второй мировой войне, а давайте во время Кутузовского сражения, и наша граница России будет в Париже. Москва может такое себе сказать, да? Почему бы и нет? Или сказать, ну, немцев мы победили, давайте границы Москвы будут заканчиваться в Берлине. Ну, это одно и то же. Поэтому, чтобы не было по последней границе, где была демаркация, когда объединялись, по какой границе объединялись. Поэтому, исходя из этого, 1934 год, это я уже говорю, до того, как мы сейчас начнем зачитывать дальше. И опять же, определенно, для чего это делается и почему это делается. Человек говорит, не народ, народы друг другу братья, все хорошо, что это якобы руководство нашего региона не устраивает. Руководство нашего региона себя чувствует шикарнейше. Все у них в достатке, с федеральным центром все хорошо, и никаких у них проблем нету. И им эти земли, там у них нету ни бизнеса, нету никакой инфраструктуры, ни золота там никто не качает, ни алмазы там не копает, чтобы вы обвиняли конкретно руководство региона. Хотя, опять же, я не их адвокат и не пресс-служба их, и я говорю как обычный простой активист и простой житель Чеченской Республики. Это вопрос касается нас, простой народ. И вы поймете почему. Читаем дальше. Потому что, смотрите, дальше. Эта сторона будет, зачитываем, определение границы Ингушетии по 1934 году. Эта сторона берет на вооружение наиболее выгодную дату для себя, для своей стороны. Скажите, а какую выгодную сторону мы должны были брать, чеченцы? Спорный вопрос у тебя с регионами. С Осетией, с Ставропольским краем, с Дагестаном. Конечно, чеченцы будут для себя выгодную брать и правильную брать с точки зрения юриспруденции. Мы не будем сейчас брать во времена Терской области, еще более раннего периода. Последнее время, когда объединялись две автономные области, Ингушская автономная область, Чеченская автономная область, объединились в 1934 году. Да, я забыл сказать, вы не согласны, вы сказали, что с присоединением Сунжинского округа к Чечне этот вопрос, ну, сейчас до этого мы дойдем, в прошлом эфире я вам зачитывал, чтобы вы не отвлекались и далеко не уходили. Дальше. Потому что границы между двумя народами, российскими властями много раз менялись, и всегда менялись в пользу чеченского народа. Господи. Возможно, Нурдин не был знаком с книгой Гурама Гумбы. Я рекомендую. И пускай посмотрит там, каковы были территории Нахчиматян. Территория там Дзурдзуков, территория Аланского царства, или там территория, я не знаю, Грозненской области. И почему она всегда менялась в сторону чеченцев, из чего вдруг взял это Нурдин? К сожалению, я спросить у него не смогу, был бы живой, спросил бы. С чего вдруг взял, что он это всегда в пользу Чечни? И кто это говорит? Элементарный пример. Архивный вестник за 25 год. Я вам зачитывал. Как к Моздокскому району Северной Осетии отошли 5 селений, которые хотели войти в состав Чеченской автономной области. Просили, отправляли ходаков за свои деньги. Документы есть. Должда архивный документ. И мы предоставили их. Все из архивных документов. Архивный вестник за 25 год. Книгу я вам показывал. Зайдите в предыдущие эфиры, вы поймете. Просто Предмостная, Терская, Октябрьская. Еще 2 селения, которые стерли и которые не существуют.
это все бывшие селения, которые ходили и созданы чеченцами, которые после были отданы по воле царской России, были отданы Беку Черкасскому, отданы, проданы, я не знаю. Но не суть. И чеченцам оттуда пришлось уйти. Ну ладно, оставим экскурс. Видать, эту книгу не читали они. Дальше читаем. Возможно, всегда менялись в пользу чеченского народа. Если говорить о границах времен СССР, тогда нам нужно останавливаться на границах 1922 года. Вы только послушайте. То есть целый замкафедры утверждает, что мы границы с регионом, которым объединились в 1934 году, он говорит, не, по 1934 году не надо. И вот надо по 1922 году. Читаем, почему же? Сейчас коротко объясню, при чем здесь 1922 год. После революции, после создания Советского Союза, в 1921 году была создана Горская автономная Советская Социалистическая Республика. В нее вошли чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, балкарцы и карачаевцы. И в том же 1921 году Горская республика начала распадаться. Первыми из нее вышли кабардинцы. В 1922 году вышла из состава Чечня. И это любимая фишка Муссы Зурабова, который тоже любит очень играть на этой ситуации с Горской республикой. Но мы этот вопрос давно разобрали по полочкам и показали вам. Да, чеченцы вышли. Да, и кабардинцы вышли первыми, хотя хорошо здесь сказали, что чеченцы вторые вышли. Там есть документы, где вы даже утверждали, что вышли они первыми. Чеченцы вышли вторыми. Поскольку вопрос и этот казачий округ существовал, и казаки жили, по карте можно показать этот треугольник, который доходил с одной стороны до станицы, в то время, которая называлась Ильиновка и Петропавловка. Все, кто живет в городе Грозном, знают, где это. В составе Старая Сунжа, город Грозный и все левобережье Сунжи, вплоть до Владикавказа, от Владикавказа вплоть до Моздока, вот этот треугольник считался Сунжинским казачьим округом. Там проживали казаки. И даже столица Грозная еще не была передана чеченцам. Не то, что это. Поэтому, но наш уважаемый замкафедры просит, чтобы по 1922. Читаем и рассказывают, это 21 год, почему. Они говорят, чеченцы не претендовали во время Горской республики и вышли оттуда со своими реальными землями. Но и Мусса Зурабов, и тот же Нурдин Кадзоев, и любой нарниец, который сегодня врет, когда говорит эту вещь, забывает добавить о самом главном, что когда оттуда вышли последними осетины и ингуши, они не претендовали на эти земли. Ни одного митинга, ни одного документа протестов, ни одного возражения нету в официальном ни сайте, ни книгах, нигде. Никто не был против, потому что отношения были еще в то время не самые лучшие. И чеченцы вышли, и ингуши вышли с теми же землями, которые вошли. Ну да, остались у казаков эти земли, и осталось и Петропавловка, и Самашкинская, и все остальное осталось. Но, опять же, со временем они были возвращены. И город Грозный тоже через определенное время вернули в состав чеченцев. И ингушам вернули. Там какая-то часть, конечно же, принадлежала. Хотя, по словам, насколько я понимаю, там большая часть принадлежала орстхоевцам даже. Не столько уже даже. Ну да ладно, это внутреннее дело. Зачитываю. Сейчас коротко объясню и так далее. Там 925 создана и так далее. И в том же 21-м Горская республика разваливается. Границы проходили... Слушайте дальше. В 22 году вышла из состава Чечня. Вот они сами определили свои границы. Нурдин утверждает, что мы определили в 1922, когда вышли из Горской республики. Если мы определили границы в то время так же, и они определили также, поскольку нету никаких документов и претензий, нету митингов, нету никаких ахов, вздохов, кровавой путчи, они вышли точно так же с согласием. И после уже развала и упразднения Сунжинского казачьего округа, по собственному желанию, проживающие там, будь то ингуши, армяне, казаки, чеченцы, они вошли в состав добровольно, по собственному желанию.
Они вошли в состав Чеченской автономной области. Их чеченцы не заставляли, насильно не нападали, ничего не делали, но они добровольно вошли в состав. Понимаете? Но это не важно. Здесь человек говорит чуть по-другому. Зачитываю. Так, дальше зачитываю. Слушайте, а теперь я хочу, чтобы урус-мартановцы и очхой-мартановцы внимательно послушайте. Сейчас и до вас доходит очередь. Вот они определили границы. Границы проходили намного восточнее сегодняшней границы. То есть в эту сторону. Многие территории, которые сегодня входят в состав Очхой-Мартановского, Грозненских районов, оставались за нами. То есть за ингушами. Слушайте. Они сами определили, сказали, вот это наше, это не наше. И вышли из состава Горской республики, создав Чеченскую автономную область. Почему возник этот вопрос? Почему возник этот вопрос? В 1929 году Сунжинский округ был передан в состав Чечни. Но это совсем другая история, он говорит. Нет, как раз таки самое, что есть важная история. Самая важная история. И я вам ее в предыдущем эфире рассказывал. Округ был передан в состав Чечни, но это совсем другая история. В составе Горской АССР в 1924 году остались Осетия и Ингушетия. В 1924 году было принято решение о разделении Горской АССР. И оттуда выделили Ингушскую автономную область, Северо-Осетинскую автономную область городом Владикавказ, который является отдельной административной единицей. Где находились центральные органы и Ингушской автономной республики, и Северо-Осетинской автономной области, и Владикавказа. И еще был создан, слушайте, Сунжинский автономный округ на землях ингушей. Нет, это ложь. Это ложь. Сунжинский округ был создан намного раньше, то бишь заселен был раньше. Эти земли были выкуплены у Бека Черкасского, все мы это знаем, в том числе нынешнее Косово, как я называю его Косово, Дуэлкюрт-Псидах, который всегда находился и который находится на этих землях уже 300 или 400 лет находится. В пределах этого села проживают эти чеченцы. Все эти селения, эти земли принадлежали Беку Черкасскому. Они принадлежали ему. Потом были выкуплены царской Россией. Все остальное, Шудухдахаш, возможно, вы не знаете. Есть великолепная книга, за что огромная благодарность нашему Яузу Ахмадову, за то, что написал вот эту книгу. В этой книге «Народ и земля. Горная Чечня. Начало 20 века» в трудах современников. Здесь все архивные документы. Из Северной Осетии, из Чечено-Ингушской, ныне Ингушской архивного управления, Чеченского архивного управления. И вы знаете, здесь есть моменты. Какие села кому принадлежали, кто брал эти села в аренду, поскольку они не принадлежали вам. Вы брали аренду его у царской России. И царская Россия распределяла, поскольку она выиграла войну Кавказскую, она имела право распределять и Борятинский с его прокламацией, всем остальным, несмотря на это, после окончания, в 1859 году заканчивается с пленением имама Шамиля, распределение границ. Потом создается Терская область. Из этой Терской области через еще 3 года, в 62 году, да, 62-м, 64-м, впервые на территории, на карте появляется такой округ, который называется Ингушский. До этого никогда не существовавший. Чтобы было понятно. До этого там была только Чечня. До этого была там или Кистетия, или Мизджегия. Но, как вы любите говорить, или Чачан область и так далее и тому подобное. Как бы она ни называлась, более древняя она Алания есть, там более древняя есть и Дзурдзукетия. Все эти архивные документы. Поэтому говорю, подписывайтесь, смотрите нас. Мы рассказываем все как есть в реальности. Итак, возвращаясь обратно.
На этой книге, к ней мы тоже обязательно узнаем, как арстхоевские земли, которые воевали и были на стороне имамата Шамиля, после проигрыша в этой войне распределялись царским офицерам, их брали в аренду. Зачем брать, если, как вы говорите, там ваши кошмаш, там ваши могилы и все остальное, зачем брать свои же села в аренду? Сегодня прошло уже без малого там 100 с лишним лет. Сегодня, опять же, это не потому, что вы там отдельно, нет, мы по сути один. Завершить. Отмена. Так, телеграм что хэшуйсо? Ибраим, анасюктум, ца хэшуевац. Что-то там чуть-чуть в телеграме замыкал у меня. Слышно меня в телеграме, друзья? Ой, все, ладно. Чтобы мы далеко не уходили, давайте я зачитаю документ, а то я боюсь, что вы чуть-чуть отвлечетесь. Итак, дальше зачитываем. В 1929 Сунжинский округ был передан дальше смотрим. 22-м Ачхой Мартановского, Грозненские оставались за нами. Они сами определили границы. Почему возник этот вопрос? В составе 24-го остались Осетия и Ингушетия. И еще был создан Сунжинский автономный округ на землях ингушей. Ладуаш дальше. В 1928 году было принято решение о передаче города Владикавказа Северной Осетии. Ингушская сторона опротестовала это решение. В 1928 году ингушская сторона опротестовала это решение, чтобы отдавали Владикавказ в Северной Осетии. Резонный вопрос на засыпку, даже риторический вопрос. Почему, когда создавался Сунжинский казачий округ, вы не протестовали и не были против, если это были ваши земли? Можно не отвечать. Многие догадываются, почему. Владикавказ, северно-ингушская сторона опротестовала это решение. Альхамдулилlah, опротестовала хорошо. Но тогда уже в Москве окреп Сталин. И тут начинаются сказки. Решение у них было принято. И Владикавказ все равно было решено отобрать у ингушей и передать Осетии. Я не буду в эти дела вмешиваться. У меня нет никаких документов и доказывающих этому ничего нету, поэтому я здесь и не указывается. Просто слова человека, который несет от себя данную ситуацию. Эфиряву. Давай. Итак, друзья, Сталин. Решение у них было принято, Владикавказ все равно было решено отобрать у ингушей и передать Осетии. Для этого, чтобы ингуши больше не протестовали, слушайте, большего бреда я не слышал даже, чтобы ингуши больше не протестовали, в Кремле решили разделаться с Ингушетией. Попросту говоря. В первую очередь были репрессированы все патриотически настроенное руководство Ингушетии, чтобы они больше не возникали. В том же 1928 году, когда ингуши протестовали, преступное решение в ЦИКом, было принято решение. Первый вопрос. Вопрос о захвате ингушского Владикавказа и передаче его осетинам пока временно отложить. Второй вопрос. Проработать вопрос объединения Ингушетии с Чечней. В 28 году. Слушайте. Ингушетию с Чечней. Ни одного документа нету. То есть мы должны поверить человеку, который явно болеет чеченофобией и с презрением относится. Могу сказать это по его работе СДЛ, могу сказать и по остальным его выступлениям, и вижу это по этой статье. Поэтому это мое личное мнение. Он сегодня перед Всевышним, уже, думаю, Всевышний с него спросит, как он это говорил. Дальше. Ингушетия с Чечней. До этого первым шагом для объединения с Чечней была передача Ингушского Сунжинского округа в состав Чечни. Ни одного документа нет.
Никаких разговоров о том, что в 28 году, о предыдущем документе номер 9 нам рассказывали, говорили, что все началось с 1928 года, что с тех пор уже начали Сунжинский, то есть через 4 года после его создания начали говорить, чтобы Сунжинский округ присоединились, добровольно перешел в состав Чеченской автономной области. Идет процесс, они говорят, что фактически не в 29-м, а в 28 году пошла речь об передаче ингушского, здесь он утверждает. Вообще Сунжинский казачий округ присоединяется к Чечне в 29-м, официально, Чеченской автономной области. Но здесь он утверждает, чтобы отобрать у ингушей Владикавказ, посадили всех и вся, честно сказать, можно было перечислить. Вот эти люди репрессированы. Вот их посадили, чтобы они не выступали против. Ну, для элементарно, чтобы люди исторический процесс наблюдали. Ну, я бы так сделал. Вот этого посадили, этого расстреляли, вот это сделали. Чтобы они больше не просили Владикавказ и не хотели, чтобы Владикавказ был столицей Осетии. Надо это так, с документами. А не так просто сел, сказал, Сталин захотел, отдал туда-сюда. Ну, подкрепите документами. Если вы не умеете с этим работать, я вам помогу, скажу, как это делается. Так, и опять же, все это делается, почему, говорит, чтобы присоединить ингушей к Чечне. Но почему не возмущаются, опять же, у меня возникает вопрос. Вот вы не хотели, вы говорите, вы отбили, чтобы Владикавказ отдавали Осетии, делали ее столицей Осетии. Почему вы не возмущаетесь и не говорите, в 28 году вы не говорите, почему Ингушский Сунжинский округ передают Чеченской автономной области, где возмущение, где документы, где митинги, где посажены хоть один человек с рупором и так далее и тому подобное. Ничего нет. А это все остальное, это болтология, это болтовня. Не было ничего подобного. Почему? Потому что большинство населения, и тот, кто проживал в этом округе, были терские казаки. А терское казачество знало, что прекрасно вся промышленность находится в городе Грозном. Не забывайте, в этот период еще нету никакого Малгобека, города я имею в виду. Есть Псидах, Псидахский округ, район, чтобы было понятно. Поэтому, слушайте, я прошу национальности не называть, я называю вам конкретного человека. Здесь не нации виноваты. Те, кто обсуждает это, я почему вам детально это рассказываю? Потому что эти же вопросы, вырезанные из контекста, каждый день присылают, говорят, вот это так. Вот это так, я вам покажу всю эту ложь, что это ложь, недостоверно, недопустимо. Если есть, предоставьте документы. Приложите к этому интервью без разницы. Вот документ, копия документа. Ничего нету. Вот, допустим, со всем уважением, с любовью или нет, вот смотрите. Вот. Книга Аджигова. Тамерлан. Тоже Аджигов Тамерлан Султанович. Здесь ингуши не забудут родных очагов. Здесь точно такая книга, более грамотно написана, более толстая, и написана на прошлом году, 25-м году. Но здесь каждый документ приложен. Вот кто выступает, что интервью, с какого документа, копия документов. Точно так же, как и возьмем того же, великолепная работа нашего Хамзата Умхаева, где он прикладывает, вот, допустим, документ Долждовайга, вот книга, он написал что-то, допустим, любой документ обсуждения, там, допустим, без разницы, там обсуждение. Вот, смотрите, он говорит о том, что Чеченская академия наук отправила письмо официально в Ингушетию. И как они ответили? Хопа! Приложили документ. Вот ингушский Чахахриева, а вот Академия наук. Как отправили, наши сказали, давайте приезжайте, мы как братья поговорим. Харстик, Дадуакардуай, Дегдютардуай. Документы приложены. В книгу это не проблема. Точно так же должно было быть. Точно так же у Яуза Ахмадова, вот, в этой книге, когда перечисляется, кому передали землю, и так далее и тому подобное. Для начала графический. Каждый документ архивный прилагается. Допустим, труды Терской области. Прилагается документ.
Ну, как должен профессионально, профессионалы так и работают. Общественные земли, передача общественной земли. Здесь написано, какие акаки, где взяты, с какого архивного управления взято. Точно так же можете взять эту книгу, найдете там ссылки на какой архив, откуда у вас с Осетии, с Чечни, с Дагестана. Никаких проблем нету. Там есть эти документы, вы можете с этим ознакомиться. Здесь вопросов нету. Дальше, зачитываю вам дальше документ. Я вам должен, чтобы параллели провожу, чтобы односторонне не рассматривали данные документы. В 28 году, так, цик. Вот, 1920 ингуши опротестовали, да, мы об этом говорили, опротестовали, чтобы Владикавказ передали. Но нету никаких протестов, чтобы присоединили их к Чечне, которая пройдет через 6 лет. 6 лет. Сталин, диктатор, тиран, который мог просто вот так, по щелчку сказать, объединить два региона и ни с кем не считаться. По сути, это время, когда он мог себе это позволить. Это время, когда некоторые называют его красным террором. То есть, все было в руках большевиков, и кто-нибудь мог бы пикнуть просто-напросто на тот период. Власть уже не так, как в 17 году, в 1917, там уже полностью власть в руках Советского Союза. Ну, имеется в виду у коммунистов. И Сталину, если он говорит правду, никаких проблем нету объединить Чечню и Ингушетию. Не ждать 6 лет, если это он реально говорит. Нет, не про ингушей, про документы. Тебя никто здесь не ждал. Можешь сразу пошел отсюда. Тебя никто не ждет. Не хочешь, не слушай. Я здесь насильно никого не держу. Документы вы все знаете прекрасно Сталина. Было принято решение выслать чеченцев и ингушей. Решение было принято, да. Быстро решили, да. Нагнали солдат, да. Это даже не прорабатывалось в течение 10 лет, чтобы такое просто освободить эту землю. Это было решено за, грубо говоря, короткий срок. А объединить двух братьев, фактически один народ, это сейчас я про все расскажу. Подождите. Ничего не стоило. Поэтому я уверенно говорю, что это просто отсебятина. Нету ни одного документа, приложенного к этому. Читаем дальше. Было решено объединить Ингушетию и Чечню. На этом первым шагом объединить Чечня была передача Ингушского, опять же, специально пишется, передача Ингушского Сунжинского округа. Он не был Ингушским Сунжинским округом. Никогда. Он был Сунжинским округом. Сунжинским казачьим округом. Но с Ингушским Сунжинским округом он никогда не был. Там часть ингушских земель входили туда, ну и часть входила туда и чеченских земель. И причем чеченские земли, Грозный, Самашки, Ильиновка, Петропавловка и верхняя часть, вплоть до там Псидаха, это были чеченские земли. Карты есть, если вы хотите, я могу вам предоставить эти карты. И поверь, Нурдин, который когда эту книгу писал, если он увидит карту за 1900, даже не 22, а 24 года, то вот эта верхняя часть Малгобекского, в том числе и Псидахский, и Псидах, они не входили в состав Ингушетии по карте. Я не говорю даже за 22, даже в 24-м не входили. В 25-м не входили, в 26-м не входили. Карты есть все. Я их публикую, они есть в оригинале, посмотрите сами. Дальше. Этот Ингушского Сунжинского округа в состав Чечни. То есть объединение с Чечней началось в 1929 году. Это репрессивный акт, как и последующие акты 1933 года, когда город Владикавказ был передан Осетии, 1934 года, когда Ингушетия была объединена с Чечней, и акт 1944 года, когда ингуши и чеченцы, опять же, не чеченцы и ингуши, они любят очень в своих книгах писать впереди ингуши и чеченцы были депортированы в Казахстан, а наши республики
и вовсе ликвидированы, переданы под юрисдикцию соседних республик. Это эти акты времен сталинских репрессий. И вот сегодня исторический момент заканчивается, я так понимаю. Кстати, чтобы было понятно, 32-й, 33-й, 34-й год, если они один раз отбили, могли в 33-м, могли в 34-м, могли в 29-м. Деникина, мы воевали там и так далее и тому подобное. Там 6 дней держали оборону, да, позволили Орджоникидзе остальным уйти в Грузию или в Осетию, куда там они уходили. Можно было написать книгу, сказать, что это вот ваша земля и ваше все. Но нету ни одной бумаги, нету ни одной жалобы, нету ни одного митинга, нету ни одного протеста. Я не вижу здесь прямо таких буйных протестных решений, чтобы они протестовали. Итак, дальше зачитываем. Все это описано. Вот сегодня чеченская сторона ухватилась за эту дату. Продолжая. То есть про депортацию он сказал, что убрали 2 республики, и он пишет, вот сегодня чеченская территория российскими властями была присоединена, слушайте дальше. Коммунисты сделали, он пишет здесь, Россия присоединила к Чечне, российскими властями были присоединены к Чечне. Вот давайте, дальше смотрите, что он говорит, вот давайте решать по этой дате. То есть мы говорим, они говорят, что Россия решила этот вопрос, присоединила к Чечне Суджинский район, и мы, чеченцы, теперь говорим, давайте по этой дате. Нет, мы говорим по этой дате только почему? Год объединения Чечни и Ингушетии – это дата фактического объединения чеченской автономии и ингушской автономии. По закону, по последней границе объединения, если вот так сошлись и также должны разойтись. Не 10 лет вперед, не 8, не 5, не и так далее. Последняя дата. А последняя дата объединения это 1934 год. Не 28, не ваши хотелки, а там наш район передали, он нам принадлежал. Это все байда. Но читаем дальше. Читаем дальше. Давайте решать по этой дате. Между тем, слушаем дальше. Между тем, передача ингушского Суджинского, опять же он утверждает, он никогда так и не назывался. Он никогда так не назывался. Ингушский Суджинский округом он никогда не назывался. Это вот нововведение специально, чтобы у людей осело в голове. Это был такой же репрессивный, дальше он пишет. А между тем, передача ингушского Суджинского округа, это был такой же репрессивный акт. Акт, как и акт 1944 года. Ну, в 1944 году и чеченцев депортировали, и похлеще депортировали. Но не суть в этом, ладно, не будем сейчас здесь мериться. Тогда может стать вопрос о восстановлении Грозненской области, существовавшей с 1944 по 1957 год. Мялхит Радяшту. Между прочим, в книге Аджигова и в этой же книге они утверждают, все люди, которые говорят и утверждают, что взамен пригородного района были даны Шилковской, Наурский, Карагалиновский, что это делают якобы сепаратисты из Осетии и некоторые чеченцы, которые против восстановления Ингушской республики. Это утверждение, это все в документах написано. В книге Аджигова. Я его вам зачитывал. В то время. И ни слова не говорится, что ингуши об этом говорили. Но здесь целый завкафедра. И зачитываем, что же он говорит дальше. Грозненской области, существующей с 44 по 57 год. Завтра нам другие народы могут предъявить претензии. Джайраховский район с 1944 по 1957 год находился в составе Грузии. Они тоже могут опираться на какой-то год.
могут сказать, в 1944 году эта территория была передана, давайте возвращать. Как мы знаем, с 1944 по 1957 год основная часть Ингушетии была в составе Осетии. У них тоже нет-нет, такие идеи высказываются, бах. Но я уже говорил, что была граница 1922, то есть мы в себе ущерб, по мним выдуманным датам Нурдина, который говорит, что грузины могут за Джайраховский район предъявить, осетины предъявить после распада. Мы должны ориентироваться на их. Во-первых, не наша эта проблема, как вы решаете вопрос с Грузией, с Осетией. Это наш вопрос был бы, если бы мы были Чечено-Ингушетией. Но вы сами изъявили желание в 90-х годах, провели первый съезд, второй съезд, мы хотим отдельную свою республику. И если мы не отсоединимся, нам не дадут вернуть пригородный район. С такими лозунгами вы вышли из состава ЧССР. Вы сказали, мы хотим возродить свою ингушскую автономную республику. Чеченцы сказали, окей, давайте, никаких проблем. Как пришли, так и уходите. По 1934. Нам нету дела, что у вас, какие у вас вопросы с Грузией, какие у вас вопросы с Осетией, там, я не знаю, да с кем угодно, какие бы у вас вопросы не были, там 2 границы у вас по соседству. Это не нас не касается, это уже это юрисдикции соседнего региона. Поэтому, ну, здесь он приводит очень неловкий пример по 1957 году, по Грузии. Грузия может предъявить на Джайрах, Осетия может на какие-то предъявить, но не суть. Он говорит, по 1922 году эта граница, что была граница по 1922 году, была граница более раннего времени Бахцу. Даже после присоединения этой территории к Чечне, слушайте внимательно, на этой территории чеченцы никогда не жили. Опять же врет этот человек и говорит, даже после присоединения этой территории к Чечне, речь идет о Сунжинском казачьем округе, что чеченцы там никогда не жили. Чеченцы там живут до сих пор. Как не жили? Сунжинские входили, туда же входят и Самашки, и Зекан-юрт, и все остальные, вплоть Алган-юрт, имеется верхняя часть, и Грозный, и Петропавловка, как там не жили? Жили, и тогда жили, и сейчас жили. И в этой части тоже жили. Просто вы, проживающих там людей, Орстхуай, начали сегодня называть своими, хотя они не входят ни в один из ваших шахаров. Со всем к вам уважением. В 4 шахара они не входят, они не могут быть частью вашего народа, как вы бы как бы не хотели представить. Ну да ладно. А вот в нашу Тухуму они входят, как часть единого народа. Но мы опять же не претендуем на это. Мы говорим по документам. Но этот человек утверждает, что 1934 года, то есть мне им предоставить хоть какое-то доказательство, что с 1934 года по сегодняшний день, если я найду там хоть одного проживающую чеченскую семью, Чемульга, без разницы, Датых, в Карабулаке, в Малгобеке, который проживает там с 1934 года или захоронен там, уже то, что говорит этот человек, это ложь. Потому что он говорит, ни один человек там не проживал, даже после того, как Сунжинский округ, то есть верхняя часть, присоединились к Чечне, не живут в Бахцу. Утверждает он в своем документе, в интервью. И встает вопрос, почему, дальше смотрим. В 1934 году были объединены Ингушетия и Чечня. А точнее, Ингушетия была присоединена к Чечне. И вот встает вопрос, почему Кадыров, здесь он упоминает имя руководителя региона, нашего Мехда, Кадыров требует рассмотреть границы между нами именно по 1934 году. Вопросительный знак. Во-первых, если определить границы по 1934 году, нужно определить все границы, слушайте дальше, здесь уже интересно, все границы, определить все границы, точка. Внимательно слушайтесь. Ни один человек с этих регионов в данное время не предъявил никаких претензий. Руководство этих регионов. Но наши соседи, а точнее этот человек, Нурдин Кадзоев, в этой книге утверждает и говорит, нужно вернуть, слушайте,
Все границы. Границы Чечни со Ставропольским краем проходили по реке Терек. Это так переживают сильно наши соседи о нашей границе со Ставропольским краем. И он пишет дальше. Нужно вернуть тогда Шилковской и Наурский район Ставрополю. Заявляет в этой книге. Книга до сих пор существует, и сколько экземпляров, я вам скажу. 1000 экземпляров. Дальше. Наурский район Ставрополю. Ингушетии нужно вернуть пригородный район. Пишет, присоединяя, почему, чтобы это не было огульно, чеченцы должны вернуть Ставрополю, а ингушам должны вернуть пригородный. То есть он говорит абсурдности этого вопроса. То есть давайте все границы определять по 1934 году, а не только то, что идет в ущерб Ингушетии. То есть тебе какое дело, какие земли чеченцу за Теречи дали? Но дальше еще, я прошу особенно Ачхой-Мартановцы, Урус-Мартановцы, Наурский, Шилковской район, чтобы вы услышали, что говорится в этой книге. Переживают за ставропольчан наши соседи. Говорят, по 1934 году отдайте им эти земли за Тереком. Как будто это они со своей барской руки дали. Но почему они это говорят, вы никогда не поверите. Дальше смотрим. Всегда границы почему-то... Дальше пишут. То есть давайте все границы определять по 1903, не только что идет в ущерб Ингушетии. Всегда границы почему-то определяются только в ущерб Ингушетии. Это неправда. Это неправда. Честно. Ну, зайдите, посмотрите с 1862 года ваши границы уменьшились или убольшились. Посмотрите математически. Я думаю, вы удивитесь, что это не так. Но это я никому не в вред. Сегодня вопрос стоит в том, что быть или не быть. Дальше продолжает. Сегодня стоит вопрос, заканчивается строка, новый абзац. Сегодня стоит вопрос о том, быть или не быть ингушскому народу. Потому что чеченская сторона, те, кто ставит вопрос о передаче части Сунжинского района в состав Чечни, они прекрасно понимают, что никто им территорию не отдаст, утвердительно утверждает Нурдин. Не отдаст. Дальше. Вопрос, запятая, по сути, стоит об объединении Чечни и Ингушетии. То есть этот вопрос подняли только для того, чтобы объединить Чечню и Ингушетию. И если идти до конца, вопрос стоит об уничтожении ингушской нации. Как вам такое? То есть, если объединят братьев чеченцев и ингушей, будет уничтожение ингушской нации, утверждает замкафедры. И как вы думаете, люди, которые читают эти книги, люди, которые вырывают оттуда контексты, они будут пламенной братской любовью любить нас? Я сомневаюсь. Почему я, человек, который говорит, что вот это нельзя писать, вот эти книги надо изъять, и точно так же наложить и сказать, что это, грубо говоря, больше несет вреда, чем пользу. Что по сути своей, я не могу сказать, что разжигание межнациональной розни, ну, не знающий, неграмотный, простой человек, зачитав эту книгу, решит, что после объединения чеченцев и ингушей, ингушская нация, ну, здесь пишет, об уничтожении ингушской нации. Потому что ликвидация ингушской государственной является уничтожением ингушской нации. Дальше, точка. Абдурахманов, я не понял, Абдурахманов кто? Докваха или Абдурахман Автарханов, я не знаю кто. Абдурахманов и Ижи с ним, они постоянно заявляют о том, что у них есть документы. У них есть документы. Точка. Отвечает Нурдин Кадзоев. У нас больше этих документов. И здесь я остановлюсь. С 2018 года
руководитель комиссии, председатель, экс-председатель, сейчас уже экс-председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, вы знаете его как лорд, во всех социальных сетях, СМИ, по телевидению говорил: приезжайте, привозите свои документы и докажите, что эти земли принадлежат вам. Те же самые земли, которые говорил и Абдурахманов, ныне покойный, да, я что отцу. Духуаха Баштаевич, речь идет о нем 100%. Ваш Автархана Варгар Абдурахманову, сейчас я вспомнил. Он призывал. И даже вы сказали, что нет, что все, что написали документы и все, что написали историки, это все чушь, надо по шариату. В этой местности, в горной местности, части Сунжинского, в то время Сунжинского, ныне он Серноводский район Республики Новчучуа, приехали старейшины чеченского народа, проживающие там, Цечуай, Мержуай, Салах Межиев, председатель духовного управления, все, в том числе и Даудов Магомед, председатель парламента и председатель комиссии по этой границе был. Указание дал Мехкда решить вопрос по-братски. Ждали от дневного намаза до асра намаза, если я не ошибаюсь. Эти люди ждали для шариатского решения, поскольку вы сказали документально не хотите и так далее и тому подобное. Если у Нурди, как он утверждает, так много документов, или у вас тех, кто с ним, Нурди нету, а остальные-то живые, если у вас все эти документы есть, если все у вас настолько сильно, почему проиграли Конституционный суд в Санкт-Петербурге? Почему не пришли на шариатский суд в горной части, а это по исламу? Почему просто-напросто не приехали к Магомеду Даудову, как это сделал, допустим, ваши общественники Муса Зурабов, Албагачиев, Муса и Сираждин Султыгов? Они тоже уверенно приехали, что они правы, и когда такими талмудами Магомед Даудов вам выложил документы, которых вы в лицо не видели, вот с такими глазами видно было по прямому эфиру, по телевидению, как вы были удивлены, что есть такие документы, в том числе, который Муса Зурабов пришел со своей фейковой картой, которая реально является фейковой. Никто не смог предоставить. Вы начали клеветать и говорить, кто вас туда направил, мы вас не уполномачивали. Возникает вопрос. У вас есть документы. Вся база у вас юридическая есть. Не надо прибегать грузинов, осетинов, ставропольчан. Если у нас, у чеченцев, у Новчи будут проблемы со Ставропольским краем, если они предъявят какие-то претензии к нам, по Наурскому, Шилковскому, Карагалинскому, мы будем решать с ними. Не ваше это дело. Сегодня это не ваше дело. И в то время вы туда не селились. Но сейчас я это зачитаю дальше. Не ваше это дело, вы понимаете? Это сугубо личное дело Чеченской Республики. И в то время, когда мы были вместе, это обсуждать, какие-то исторические моменты, какие-то гипотезы, теории, это нужно делать, когда ты объединен в одной республике, ты можешь это нести. Но сейчас, когда вы сами добровольно ушли из состава Чечни, когда правильно, неправильно Чечня объявила курс на независимость, а вы сказали, мы будем в составе России, самое мирное расхождение это было между чеченцами и ингушами в тот период. Этот вопрос по границе не был решен. Но это другой вопрос. Сейчас мы не будем отвлекаться, я зачитаю дальше, чтобы было понятно. У нас больше этих документов. И как я уже говорил, не предоставлен ни один документ, ни архивных документов, ничего. Даже ничего нету, просто разговор. Есть, дальше. Как я уже говорил, там у нас есть все документы, в которых они говорят. Есть и другие документы. Есть обоснования, почему эта территория никогда не являлась чеченской.
повторюсь, с 18 году сколько призывал Магомед Даудов? Вы можете подождать, я здесь рассказываю определенный исторический период. Чуть-чуть подождите свои вопросы, я сейчас заканчиваю, и уже зададите этот вопрос остальные. Я вам рассказываю про что? Про историю, про реальных людей. Вы мне задаете вопрос, который я вчера задал. Чуть-чуть подождите, должны же границы быть, вы отвлекаете меня от этого. Итак, дальше. Как уже говорилось, документ, в которых они говорят, другие документы, есть обоснование, почему эта территория никогда не являлась чеченской. Документов до сих пор нет и нету предъявления. Не предъявили ни Даудову, никому. Ни Конституционному суду России, ни Академии наук Чеченской Республики, ни Совету старейшин Чеченской Республики, ни Мехда Чеченской Республики, председателю парламента Чеченской Республики, ни общественным организациям Чеченской Республики. Никаких документов нету. Не предъявили, по крайней мере, что обосновали, доказано, что это есть. Это я вам от себя говорю. Но человек пишет, что есть, которые это утверждают. Как я уже говорил, у нас есть все документы, почему эта территория никогда не являлась. Ни одно, дальше пишем, ни одно село на этой территории не основано чеченцами. Ладухаш. Самое интересное начинается сейчас. Ачхой-мартановцы, урус-мартановцы и все те, кто проживал по этой области. Заканюрт, Котарюрт, Чакмиюрт, Волар. Слушайте дальше, самое интересное. И если брать территории, пошла, он говорит, что это не против чеченского народа, а против чеченской власти, как утверждает он. Вначале, вы помните, я зачитывал. И если брать, в этой книге пишется, и если брать территорию Чечни, мы могли бы претендовать на очень большую часть чеченской территории, запятая. Потому что много сел в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Тумкалинских районах основаны ингушами. Далацаши. Салам и тумкалинцы. И мы можем это доказать. Есть и документы, подтверждающие то, что эти села были основаны ингушами. Ждем этой книги, доказывающей, где и Тумкалинские, Ачхой-Мартановские, Урус-Мартановские села основаны. Он говорит, есть доказательства. Дальше. И даже топонимика говорит, двоеточие, село, опять же, салам моим братьям из Валерика, без вас никак, село Валерик находится в Галгай-Арии, что означает Ингушская долина. Валерик кочер был больше, бацаш, Валерики кочер был больше. Само село Валерик основано ингушами, утверждает Нурдин Кадзоев. Сейчас там живут много ингушей, которые сами себя считают ингушами. И чеченцы их считают ингушами. Но сегодня говорят на чеченском языке. Процесс ассимиляции там уже давно прошел. Но вместе с тем они признают себя именно ингушами. Как я уже говорил, в Ачхой-Мартане, салам братьям из Даут-Мартана, Ачхой-Мартановским, в Ачхой-Мартане целый квартал населен ингушами. И та же ситуация говорит, та же ситуация, говорят на чеченском языке, но знают, что являются ингушами. И чеченцы их называют ингушами. Если взять чеченских авторов, не ингушских, а чеченских, я цитирую прямо, я пока не буду вставлять свои 5 копеек, буду зачитывать так, как чеченских авторов, большинство населения Ачхой-Мартановского района имеет ингушские корни. Далацаш, целого района уже является, Ачхой-Мартановский район имеет ингушские корни.
на той же самой территории, и то же самое на территории Урус-Мартановского района. Урус-Мартановский, есть записи, записанные со слов местных чеченцев, опубликованные в 19 веке Василием Долбежевым в 1842-1911. Слушайте, о том, что Итум-Кали основан Галгай. Он сам писал на немецком языке, и там сказано, что Итон был Галгай. И он построил Итум-Калинскую башню. Это записано со слов жителя Итум-Кали. Старшины села, являющиеся под этого Итона. Точка. Если разбираться дальше, они постоянно заявляют, что ингушская сторона не идет навстречу. Ингушская сторона все документы и материалы подготовила. Этого Итона. Точка. Если разбираться дальше, они постоянно заявляют, что ингушская сторона не идет навстречу. Ингушская сторона все документы и материалы подготовила, но они просто не хотят слышать. Это, конечно, очень сильное заявление, мощное заявление. Но есть у нас Академия наук Чеченской Республики. И он заявляет, что просто не хотят слушать. Кому мы должны больше верить и кому вы больше верите, можете посмотреть ролики с 2018 года, там миллион доказательств. И только заладили бы. Итак, дальше. И только заладили одно, что в 1929 году российские власти нам передали и не хотят уходить с этой даты. Ну, не с 1929, не надо врать. С 1934 говорили, а не 29. Потом пошли такие, дальше идет, потом пошли такие несуразные заявления, к примеру, о том, что село Чемульга, братья Мелх и Салам, Чемульга они включили в состав Чечни. Село Чемульга, которое никогда не входило в состав Чеченской области. Ну, никогда не входило. Я опубликовал документы прокуратуры Республики Ингушетия, которая заявляла, официальное дело, было преступление убийства, и должны были расследовать уголовный, не знаю, как это называется, процессуальный процесс, как прокуратура занимается этим процессом или следственные органы, должны были рассматривать. И где ингушская прокуратура заявляет официально, что Чемульга не является территорией Республики Ингушетия, что это дело должны рассматривать Чеченская Республика. Есть этот документ, и я его опубликовал на своей странице. Ну, возможно, никогда у Нурдина он никогда не был, ну да ладно. Определенное время, никогда говорить нельзя. ЧССР, когда было, это была и Чечня, и Ингушетия, поэтому никогда говорить нельзя. В состав Чечни. Село Чемульга, которое и так далее, состав Чечни. Потом вдобавок потребовали включить село Аршты в свой состав. Ни в Арштах, ни в Чемульге никогда не жили чеченцы.
И это село никогда не входило в состав Чечни. Я даже не буду диктовать дальше, зачитаю просто абсурд. Сейчас уже пойдут уже басни. В состав Чечни. Завтра они заявят, что Назрань является их территорией. Они уже пишут книги, фальсифицируют историю, выступают заявления о том, что в Джайраховском районе живут чеченцы. Это речь идет о том, что джайраховцы братья дычнинцам. Об этом речь идет. Наверное. Другого я не просто... Где эти книги, которые пишут, что Назрань наши фальсифицируют историю, мне интересно. Вопрос о происхождении чеченского народа. Вот. И тут идет дальше. Догадайтесь, к чему вот это предложение, к чему написано? Вопрос о происхождении чеченского народа, отдельный, мы можем поговорить на эту тему. Этот человек не живой. Я ничего не буду говорить плохого. В вопросе о границах, о территории, вначале, когда он заливал «мы, братья, один народ», это не против народа и все остальное, не проходит 3 страницы, когда речь заходит о селах, Чемульга, Аршты, да без разницы каких. Замкафедры заявляет, о происхождении чеченского народа мы можем поговорить на эту тему. Дальше он не продолжает. Якобы у нас есть что-то, что мы можем рассказать. Но он не подозревает, что и у чеченцев есть это что-то. И причем в таком количестве. Да ладно, я оставлю. Я не буду разжигателем, в отличие от него. Отдельно мы можем поговорить на эту тему. Имеется масса источников и документов, доказательств, как происходил этот процесс. О происхождении чеченцев. Масса документов есть, говорит, как происходил этот процесс. А этот процесс опубликованный и написанный царской Россией, офицерами, генералами, которые ненавидели чеченцев за то, что они воевали 20 лет. Я не считаю первого имама Кавказа, шейха Мансура. Как они могли описать чеченцев? Как Ермолов мог описать чеченцев? Хорошими, добрыми, чистокровными и так далее и тому подобное. Любой человек, который ненавидит, мы знаем, что во время Первой и Второй Чеченской войны сколько СМИ и некоторые недобропорядочные люди клеветали на чеченский народ. Навешали на нас все ярлыки, которые можно было. И причем их активно поддерживали некоторые наши соседи. Говорили, да, это так и есть. Сотни тысяч доказательств. Мы сегодня являемся живыми свидетелями того, что это было. А что было тогда? И как будет написано? Как используют сегодня Сюли против нас документы и говорят, ваш историк, этнограф Лаудаев. Как сегодня используются эти моменты, вы все прекрасно видели. Завкафедры пишет, и на этой книге он это написал, а есть его последователи, а есть люди, которые это интервью слышали. Ни один человек не сказал, зачем ты такие вещи говоришь, и так далее. Если бы этот разговор он где-то с кем-то вел, и это бы осталось в рамках между двумя людьми, аманатом, валлахи, биллахи, таллахи, я бы написал так же, как и ты, француз. Я бы сказал, что сегодня он перед Всевышним. Все. Но проблема в том, что это написано на книге. И любой человек, у кого есть эта книга, электронная версия, или переиздаст ее кустарным методом, раздаст и прочитает это, грубо говоря, он может сказать детям, и эта клевета может привести к конфликту. Конфликту между двумя братьями, реально между хорошими мусульманами и так далее и тому подобное. Вот почему. Я говорю, поскольку это научный истеблишмент, это не подворотня, это никакие не салаги, которые семечки грызут, сидят там, бросаются
снес класснейшее, на свой тоже, аж полнах мабаться спьючбеш. Я говорю, что это люди, которые реально занимаются наукой, и они такое пишут, что простые люди должны, каково должно быть отношение между простыми людьми. Поймите вы меня, у меня нету никакой цели, вот ты поднял, вот если бы ты не сказал, люди бы, не знаю, знали. Люди всегда стремятся, нормальные люди, учатся, занимаются образованием. Вы не прочитаете, ваши дети могут прочитать, их дети могут прочитать и поверить в это. Почему? Потому что сегодня человек пишет, имеется масса источников, документов, доказательств, как происходил этот процесс. Процесс появления чеченского народа, утверждает. Потом они едут в Грузию, Тбилиси и рассказывают, нехчи, нехки, рахейнбу и так далее. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Вы просыпаетесь через 5-10 лет, вы видели это, про нас такое сказали. Когда мы уже простые люди, общественники, которые занимаются историей, границей, которые переживают за свой народ, за свою территорию, хотя бы вот на таком простом уровне мы просим, не делайте этого. Но не занимайтесь вы подстрекательством. Не распространяйте, не печатайте эти книги. Мало того, что это было интервью на радио. Ладно, его могли слушать, его и могли не слушать. После этого этот человек в 2018 году, через 5 лет после этого интервью, он достает его, публикует его в формате книги. Дальше. Если говорить о разграничении территорий, необходимо, во-первых, решить вопрос присоединенных в 1957 году районов Каргалинский, Шелковской, Наурского. Ладвош. Дальше. Дальше. Это не заканчивается на этом. Он не утихомирился. Присоединили 3 района, но затем 2 объединили. И сегодня Наурский и Шелковской районы входят в состав Чечни. Когда эта территория передавалась, они передавались не Чечне, а в состав Чечено-Ингушетии. Чечено-Ингушетии. Точка. Коротко. Да, передавалась Чечено-Ингушетии. Вам нужно было остаться. Когда ее передали в 57-м, 58-м, 60-м году, когда передали эту территорию, вам нужно было заселиться туда. Как вы массово заселили северную часть, о которой вы говорите, Сунжинский район. Ересхан, Асажим Собарди Ивдари, я сейчас закончу. Не учите меня, пожалуйста, как мне вести эфир. Здесь люди наблюдают и поочередно слушают эти вопросы, чтобы догнать все это. Поэтому это важно. Это наши 3 района. Бывшие 3, сейчас 2. Шелковской, Наурский, Каргалинский убрали, объединили. Надо было заселиться. Вы не заселились. В книге Аджигова о возрождении Ингушской республики они пишут, что осетинские сепаратисты впервые подняли этот вопрос в парламенте, в Народном собрании в Москве, когда Ингушетия сказала о возрождении Ингушской республики, якобы осетинские провокаторы, сепаратисты, так он пишет в этой книге, подняли вопрос и сказали, что взамен пригородного, осетины сказали, взамен пригородного даны Шелковской и Наурский район. И эти утверждения делаются только осетинами и некоторыми чеченцами-провокаторами. Так он пишет в этой книге. А это 25-й год. На самом деле, в 13-м году эти же слова уже Нурдин Кадзоев. Конечно, не отец-основатель республики Бимбулат Богатырев, а Нурдин Кадзоев дает интервью и говорит, что Шелковской и Наурский район входят в состав Чечни. Хотя это были даны нам, когда эти территории передавались, они передавались Чечне, а состав Чечено-Ингушетии. У меня есть, и дальше идет. Цитирования письма нету, само письмо не приложено, и он говорит,
у меня есть письмо президиума ЦК КПСС, подписанное членами ЦК, руководитель Советского государства Микояном, Ворошиловым, Маленковым, Брежневым, Беляевым, в котором они объясняют, для чего передаются эти территории в состав Чечни. Мы знаем, в 1957 году, слушайте дальше, якобы на этом письме написано, мы знаем, что в 1957 году Ингушский пригородный район незаконно в нарушении Конституции Советского Союза, Российской Федерации, Чечено-Ингушской Республики передали в состав Северной Осетии. Хотя до сих пор эта передача юридически не оформлена. По закону эта территория принадлежит нам, потому что для того, чтобы передать территорию из одного субъекта в другой, необходимо провести референдум. Да, а в Сунжинском районе вы провели референдум? Нет. Нужно было об этом тоже задуматься. Вам. Ну да ладно. Если не провели, ни у кого ничего не спросили и в нарушение всех законов передали. А Ауховский район? Там референдум провели, когда передали. Закон о реабилитации приняли. Почему не проведут там референдум и не спросят ауховцев, хотят ли они восстановить свой Ауховский район или нет? Этот вопрос он не поднимает, потому что это невыгодно. Его провели, ничего не спросили, и нарушение всех законов. Чечено-Ингушетии. И, слушайте дальше. И эта передача, конечно же, способствовали руководители тогдашней Чечено-Ингушетии, национал-предатели тех дней. Точка. И теперь начинается. Муслим Гайрбеков, бывший руководитель оргкомитета, а затем руководитель правительства Чечено-Ингушетии, подписал передачу, но взамен, слушайте дальше передачу, но взамен передали эти районы. То есть он называет предателем Муслима Гайрбекова. Муслим Гайрбеков, Далгеш Дальцун. В этой ситуации он стал чеченцем. Обычно, когда речь идет о Гайрбекове Муслиме, они называют вот чеченцы, это был не их пригородный район, поэтому Гайрбеков Муслим отдал, потому что Гайрбеков Муслим не чеченец и так далее и тому подобное. В этом случае они отдают нам Гайрбекова Муслима. Далдей Галуэля, он был достойным сыном чеченского народа. Но когда идут спорные какие-то темы по землям в верхней горной части, они говорят, акинцы это ингуши. Когда отдал пригородный район, акинцы становятся чеченцами. А когда нужны акинские земли, тогда акинцы оказываются не чеченцы, а ихние. Определитесь хотя бы. Но возвращаемся к Муслиму. Далгешло, Далдегалуэл, достойный сын. В советское время, когда преследовали людей за молитву, ще кабинет, что ламаз, гуза, больше ламаз, дяшхала, больше дюйчту и бахкачар. Достойный был. Муслим Гайрбеков не передавал. Чтобы было понятно, в отличие от этого же Нурдина, есть Муса Зурабов, который опроверг, есть официальное интервью по документам, а документы есть, я вам показывал эти документы, где Муслим Гайрбеков не соглашался и не давал разрешения, но у него никто не спрашивал. Мы вернулись только что с депортации. Кто будет, у кого спрашивать? Вообще, в принципе, как такое радоваться должны, что даже вернулись. Но даже в этом случае Гайрбеков Муслим не соглашался передаче пригородного. И нету никакого письма, где говорится взамен дается. Это все Филькина грамота. И почему? А притягивают они за уши. Мы увидели. И сейчас вы увидите опять, почему притягивают. Пригородного обвиняет Муслима Гайрбекова. И почему уже опровергли давно документально. Муслим Гайрбеков не отдавал. В письме ЦИКа эта передача объясняется тем, что пригородный район ингушей заселять нельзя. В письме ЦИКа он говорит. Цитата из письма. Пригородный район вплотную прилегает
Орджоникидзе и играет большую роль обеспечения. Это мы видели, это я зачитывал. Территория района составляет 94 километра, что там проживают осетины и так далее и тому подобное. Но это не имеет никакого отношения к тем землям, которые он говорит. В этом районе сопряжено большими трудоустройствами, с трудностями точнее. Они объясняют, что нельзя туда заселять людей, потому что невозможно их трудоустроить и разместить. То есть небольшая часть, совсем небольшая часть людей, которые должны заселить пригородный район, вот из-за того, что их нельзя трудоустроить, места мало, он утверждает, нету никакого письма, документ не приложен, официально никто не подтверждает, просто ляпнуть и сказать, да, эта цитата верна. Там указывается, что заселять пригородный район, возвращаться, осетинское руководство было против этого. Но несмотря на это, до 80-х годов это место заселяли. И сам Ахмад Барху рассказывает, там многие ингуши вернулись. Потом уже приняли закон, который запрещали прописываться, если я не ошибаюсь, прописываться в этом районе. Или, может, чуть раньше этот закон был принят. Ну, а это я зачитывал вам с другой книги. Дальше. Они объясняют, что нельзя туда заселять людей, потому что невозможно трудоустроить и разместить. Далее, снова цитата из письма ЦК. В связи с тем, что территория, передаваемая Чечено-Ингушской АССР, в основном заселена, и на ней не предоставляется возможности расселять и трудоустроить прибывающее население, считаем необходимым включить в состав Чечено-Ингушской АССР притеречные районы Грозненской области, Наурский, Шелковской, Карагалинские районы. Если бы был хоть один документ, где говорится, что взамен пригородного района даны эти земли, он был бы давно опубликован. Этого документа нет. Аллахи, биллахи, талахи нет. Ножуртовский, Чеберлоевский, Шароевский, Галанчожский, частично даже и Тумкалинский район запрещено было возвращаться. Это большое количество людей, которые в горы не разрешали. Грозный запрещено было селиться. Рабочих мест было мало. И поэтому они из-за пригородного района выделили эти два района. Но зачитываем дальше. В этих районах дальше зачитываем. Включить состав, уже заканчиваем. Включить состав Шелковской притеречный район Грозненской области. В этих районах есть возможность для развития животноводства, строительства, новых совхозпредприятий, пищевой промышленности, что позволит в течение ближайших 3-4 лет трудоустроить чеченцев и ингушей. То есть территории передали, чтобы расселить на них. Опять же, он убирает чеченцев, первый пишет, ингушей и чеченцев. Речь идет об ингушах из пригородного района, утверждает он здесь, хотя нету здесь. В этом документе речь не идет о пригородном районе. Вообще речь идет о чеченцах и ингушах. Ну, понятное дело. Речь пригородного района и о горных чеченцах, которые выселение восставали, где было сильное обреческое движение. Власть пыталась не позволить им вернуться в горную часть Чечни. Хоть что-то написал правду. В общем, если говорить о навязанных нам российской властью границах, навязанных российской властью границах, но Россия вам дала эти границы. Как вы не понимаете, я не знаю, зачем такие вещи говорить. Границы нужно говорить, во-первых, если мы будем говорить на 1934 году, давайте границы определять по одному году. Это территория Сунжинский район. Как я уже говорил, никогда чеченцам не принадлежала. Сегодня там живет 99% ингушей. Конечно, там живет 99% ингушей. Это же 2013-18 года уже. Это 18 год. Конечно, там будет проживать 99% ингушей. Ну и то это неправда. Не 99, раз на то пошло. Валикум сам. Собор дела, сегодня там живет 99 ингушей. И они прекрасно понимают, что эта территория не будет, так сказать, возвращена. Опять утверждает он.
Два населенных пункта, Асиновка и Серноводская, которые сегодня официально входят в состав Чечни, по сути незаконно находятся в составе Чечни. Незаконно находятся в составе Чечни Асиновка и Серноводская. Поздравляю вас. Вас тоже упомянули в книге. Село Бамут, которое до 1934 года, а теперь мы видим, откуда растут ноги, про Серноводское, про Асиновку, про Бамут, кто это распространяет, кто это закидывает, кто это распределяет, чтобы об этом писали, говорили везде. Вы видите, откуда ноги растут. Село Бамут, которое до 1934 года входило в состав, она входила в состав короткие 4 года, но не суть. Ингушетия тоже сейчас входила в состав Ингушетии, Бабамут. Тоже сейчас находится в составе Чечни. Если решать нужно, решать в комплексе. И эти два района, Наурский и Шилковской, нужно делить пополам. Шилковской оставить в составе Чечни, Наурский передать Ингушетии. Границу определить по 1922 году. Айда Далхагра. Губа не дура у мужика, да? Валерик, Ачхой Мартановский, Урус Мартановский, Бамут отдать, Наур отдать. Уже неплохо. Ингушетия. Граница определит по 22 году. Если не устраивает 1922 год, можем вернуться в 19 век. Ладвош, дальше. Он не успокаивается. Если интересно, во все времена, с тех пор, как российская власть была здесь установлена, она отрезала от Ингушетии территории и присоединяла их к Чечне. Это утверждает завкафедры научно-исследовательского института Ингушетии имени Чаха Ахлиева. После Кавказской войны в 1860 году, когда организовывались округа, Ингушетия была разделена на 2 округа. Назрановский, Ингушетия была разделена на 2, Бахла-2. Назрановский и Аргунский. Аргунский округ. Те ингуши, кисты, которые жили по Аргунскому ущелью, оказались отрезаны от Ингушетии, Ладва. Потом в 1866 году часть территории Горной Ингушетии, населенной акинцами-мирджинцами, предатели убошел Гейрбеков, которые причисляют они к чеченцам, теперь оказались население акинцами-мирджинцами, были из состава акинцами-мирджинцами были из состава Назрановского округа переданы в Аргунский округ. Но человек не говорит, как он был передан. Что эти люди сами изъявили желание, поскольку у них была вечная вражда с ними. Они попросили вернуться из-за того, что это их братья и единая кровь, они вернулись к чеченцам. Но это здесь не говорится. Дальше. Компиляция вырезает то, что выгодно. С 1888 года по 1905 год Ингушетия 2 участками плоскостная входила во второй участок. Горная Ингушетия была включена в состав Сунжинского округа. То есть, еще в 19 веке мы находились в одном административном субъекте с сунжинскими казаками. Тогда давайте определять границы Сунжинского округа. О, Сунжинский округ, там до Моздока и вверх доходит. Это вот эта липовая карта фейковая, которую они берут и закидывают, зеленая. Вы видели, да, такая большая территория. Заканюрт, Самашки, Котарюрт, вплоть до Алганюрта, чуть ли не до Грозного доходит там. Они говорят, это давайте по этому мерилу делить. Ну, губа не дура была у человека. Размах был такой, масштаб, знаете. Мы знаем, дальше идет, рассматривать Сунжинского округа. Нужно было рассматривать как закономерность, так территориально. Географически это одно целое. Мы знаем, как села на территории Сунжинского округа создавались, как выселяли оттуда ингушей и заселяли казаков. Чувак, вот в этой книге рассказывают, как эти земли, эти села, которых ты называешь, были освобождены от орстхоевцев. Забрали и там заселили казаков. Потом, как вы взяли их в аренду. Вот в этой книге все есть. Пофамильно. Откуда, с каких сел спустились. Как вы арендовали эти земли и села. Вот здесь.
И не запрещено было всем арстхоевцам возвращаться. Тем арстхоевцам, я говорю про 5000 семей, 3500 из остальной Чечни и 1500 из этой части арстхоевцам мухаджиров, которые ушли из Чечни. Вот о чем я говорю. Здесь пофамильно, поименно, каждый человек, который спустился, с какого села и заселили, вплоть до Галашек и остальные села. Здесь написано все. Можешь купить и посмотреть. Я зачитывал в эфире, можете тоже сослаться и посмотреть. Рассматривается закономерность так, как одно целое. Так, дальше смотрим. Дальше. Интересный момент, уже заканчиваю. Все, здесь последние строчки. Сунжинского округа. Мы знаем села территории Сунжинского округа, выселяли туда ингушей и заселяли казаков. Хорошо, что казаков. Слепцовская основана ингушами. В частности, исторической личностью Курилимоевым, погибшим в бою с имамом Шамилем. Как может он погибнуть с имамом Шамилем? Вы же сегодня утверждаете, что были наибы имама Шамиля, что у вас муллы там и так далее, там, что вы не воевали, что 4 улицы. А здесь вот человек заявляет, что умер в бою с имамом Шамилем. Ну, не знаю. Я, честно сказать, ваша история не интересует. Возможно, так есть. В бою с имамом Шамилем. То есть, я так понимаю, он лично Кюри дрался с имамом Шамилем. Так написано здесь. Его потомки до сих пор живут в селении Барсуки. Можно рассмотреть историю и других. Закончилось точнее. И других населенных пунктов Сунжинского и Ачхой-Мартановских районов. Думаю, хватит и того, что я сегодня сказал. Но если в последующем будет интересно, можем поговорить и об этих населенных пунктах, рассмотреть всю историю этого вопроса. Сама постановка этого вопроса незаконна. Незаконно принятые ими антиконституционные законы о включении части территории одного субъекта Российской Федерации в состав другого субъекта Российской Федерации. Мы эти территории никому не передадим. Наша территория и так со всех сторон обкарнали. Я не знаю, что за слово обкарнали. Обкарнали или обкаранали. Ну, ладно, написано обкарнали. Территорию нашей республики нам нужно беречь, так как это жизненно важно. Это вопрос сохранения нашего народа, нашей нации, одного из самых древних народов мира. Конец цитаты. И вот так заканчивается на 266 странице 10-й документ. Дальше мы еще не закончили, но я вам обещал. Так, книга, 1000 экземпляров. Компьютерная верстка М.Я. Кадзоева, автор научное документальное издание Яндиев Абдул-Азиз Джабраилович написал эту книгу, 1000 экземпляров в 2018 году. Интервью само было дано в 2015 году. Итак, друзья, на этом мы заканчиваем зачтение документов. На сегодня хватит. Я сейчас отвечу на ваши вопросы. И, конечно же, кроме вопросов, дополнения здесь есть у нас с телеграм-канала. И, наконец-то, здесь многие люди прямо начали говорить, почему там мы серьезные вопросы подготовили, ты не отвечаешь. Я даю целые эфиры, отвечая на вопросы, когда не зачитываю документы. Но когда я зачитываю важные документы, а это важные документы, я поясняю, речь не идет о всем народе. Дин, Амми, Тейпа, Тохуман, фамилия Бяхбац. Но есть вопросы, вот когда выпускаются вот такие книги, 1000 экземпляров, оно в дальнейшем сегодня не читают, завтра, может, будет самая там читающая нация чеченцы и ингуши. Если огромное количество наших братьев-ингушей прочитают эту книгу, которые на самом деле считали нас братьями и считали нас единым целым, они, прочитав, реально подумают, что, послушайте, здесь это все было наше, и здесь утверждает научный научный руководитель, зам НИИ,
значит, это правда. Зачем мы должны верить Башламу, зачем мы должны верить каким-то чеченским ученым или третьим ученым? Наш говорит, это правда. И это может возникнуть, они будут приходить ко мне в эфир, ну, примерно, да, со мной довести дискуссию, они будут реально утверждать и говорить, что вот написано в этой книге 18 года, и вы не опровергли. Вот что мне больше всего, конечно, непонятно, возможно, не знают наши сотрудники, нашей, там, я не знаю, нашего НИИ или нашей академии, знакомы ли они с этой книгой, они должны были дать ответ, достойный ответ, потому что это написал не Бузуртанов и не Идрис Абадиев. Это представители НИИ Республики Ингушетия. Должны были достойный ответ написать из Академии наук нашей республики. В моем понимании, наверное. Может и есть написано. Может они не знакомы с данной книгой, с данной, это в принципе не там, 300, где-то 208 страниц эта книга. Но если не отвечать вот на эту ложь, не опровергать, много раз, если говорить ложь, то она становится правдой. Как там у Геббельса, произнесенная 1000 раз ложь становится правдой. Алдари. Не знаю, честно, ответку я не видел, ну да ладно. Итак, прежде чем я буду зачитывать ваши вопросы, кому понравился сегодняшний эфир и кто задонатил, поддержал наш канал, это от Нурди задонатил, Нурди дал саадол будистик, эзершка соудолетил, и Тимур Гендергноевский задонатил, Нурди, Тимур и Арби. Ассаламу алейкум, Дэл, Беркет, Дойла и так далее и тому подобное. Сегодня нас поддержали 3 человека, задонатили. Это Нурди, это Тимур Гендергноевский. Написано так. И мне очень нравится, когда указывают тэп, это более так вдохновляет. И Арби. Вот 3 человека поддержали, что дал саадол, будиснек, эзершка соудолетил. Ну, по крайней мере, хоть вам 3 понравилось. И то это радует. Итак, друзья, я готов ответить на ваши вопросы касаемо этого. А пока вы пишете вопросы, Смарт, кажется, хотел что-то сказать или добавить. Я так, честно сказать. Смарт, ты добавить хотел или что-то ответить, или что ты хотел? Говори, Хайлачу, говори, Смарт. Ассаламу алейкум, Масарга. Ва алейкум салам, рахматуллахи ва баракату. Başlayalım sonum den de kamera lätsa var sportsan. Aha, حال. إذا دك عديسنك ده إذا هو عمل ديسنك أحسن условия на их условиях камел деш хо. Ахсан келлера цер фундамент ютер шашер хватина фундамент даяк иза. Камел дешен церц إذا бух бош еще خاصتك دوش بوش كنيج يازنير كنيج يعني بق مدرسة خاصتك خرج يازنك دوستنك مو تحال ده دو إيشا يجينغوشيتي نقش لفتش تعيين خلر إذا شرو إنغوش كي أوكروك أسيتينس كي أوكروك يك أوكروك حقيقتينو دو وجه حدا هذا لفتش تاع دقيقتين أوكروك شوش ترسك راسينو ترسك راسينو وجه لفتش حدا على لفتش حندر ويدر أختصوت أحد سارقيقة من الله دوستي متى إشتر إسكوستنا قطن يأكلك شو تحنيك تحدي إنجوشكي يجي نوحش قليو مالكشنا خلايو قرض لديكو كاس حين لا تشتاعينيو نوحش لا تشتاعين بديرك ويرجي أوكربلينش تنيش إش حين لا تشتاعينو إبروتي وكوينيو إش نوحش الدعالينيو نوحش لا تشتاعينيو صولت أعتيرك وسيا بولشينا بسونجينا إزكريبش جيش نوحش الدعال أمبش أعتبر فندامент أيقها حكمل ضلوا فندامент سيد نوست نيخ وسلويا حكمل دوت أخو قطر تاعك أبراد وصلديش خلا أبراد وصلد ويد أبراد وصلديش Я хазла, ой фундамент, чтобы ты имел понимание. Я зачитываю, я людей знакомлю с документом, внося какие-то свои корректировки, зачитывая документы, которые ранее были мною опубликованы. Я не собираюсь, конечно же, люди должны услышать, что эти люди пишут, что эти люди говорят. Если я начну говорить о том, что это уже должен написать более грамотный ответ. Ты говоришь мне о том, что вот я зачитал документ номер 10, да?
И я этому документу номер 10 должен предоставить по каждому пункту ответ так, как я его вижу. Наши земли, наша территория, в этом году это не было, это, в этом, это. Но, опять же, адуично хума, чтобы царь дадится, в какой книге, где написано, кем написано. Царь этим пользовался. Наш там сказал, он целый там зам кафедры научно-исследовательского института, это его интервью. Обжаловал ли ваш кто-то из академии, кто-то из вашего НИИ, обжаловать дни, опровергнуть дни, цадина. Цадин хочу. Мы же люди, которые просто гражданские активисты, которые можем это делать только противопоставляя какие-то документы. Понимаешь, я не говорю, что у меня нету документов. Бах, царь-буллар, почему я это с сарказмом, с иронией рассказываю. Ты представляешь, сколько раз мы рассказывали о Валерике, о Валерекском сражении, об Очхой-Мартане, Даут-Мартане, Урус-Мартане. Сейчас они добрались, вплоть до Итрумкалей они добрались. Я хочу, чтобы люди услышали, как это все написано в реальности, и как они это видят. И показываю им книгу, что не чеченцы написали эти книги. Царь Язина Бошел, Нохчиш Язина Бошел, Кокиншки, царь Ючек, Диночу, Цана, Цастрочкю Язин, это Джамирзаев, Саламу ему отсюда. Дауев, Саламу, до него Салман. И Вилла, и Шейланикс, Тайпомош. Тот был, кажется, доктором философских наук. Он написал одну строчку, Джамирзаев Саламу написал одну строчку. И книга, которая написана опровержение, это Умхаю Хамзаты книги. Все. Больше никаких книг нету, где он говорит, вот они пишут книги, коверкают историю. Кто? Где она? Где? Книга Яуза Ахмадова я зачитывал. Саид Амзата Нунуева я зачитывал, он вообще их не трогает, обходит их стороной, если даже затрагивает как-то по-братски, войнавски олью. Гурам Гумба, его книги, он хоть и рассказывает о Нахчиматьянах, он рассказывает, что мы одно целое, о нашем древнем государстве, но он там их тоже не оскорбляет, нет унижения. Из наших Гапурова, Шахруддина Гапурова я читал, у него ничего плохого про них нет, он пишет там про Ермолова 19 век, 20 первая половина 19 века. Ахмадов Шарпуди Бачуевич, его экономические развитие Чечни там 19 века, у Яуза Ахмадова с 15 по 16-17 века сельскохозяйственное экономическое развитие. Никто не трогает ингушей и никому до них дела нету в этих книгах. Я заканчивал Истфак, я знаю, у Хазбулатова Руслана Имрановича книга «Реформы», административные реформы, первое начало 20 века, у Зулай Хазбулатовой, Зулай Имрановой Хазбулатовой, у нее есть чеченцы, она этнография чеченцев, она вообще тоже ингушей не затрагивает. Я тебе перечисляю из тех историков, которые есть, которые писали что-то. Кто? Хасан Бакаев, единственный. Ильяс Сигаури, единственный, который не входит в научный истеблишмент наш, имеется в виду, понимающему, в Академии наук Бацуш, не Бацуш. Хизриев занимал Аланией, он был единственным аланистом. Багаев Муса Харонович археологией занимался. Закриев Борис Байбулатович, он историю России преподавал. Сапиат Султановна, у нее тоже, кажется, история Чечни, но она тоже ингушей не касалась. Я тебе могу назвать столько историков, которых я знаю, которые есть в реальности. Зели Мусаев, он занимается шумерами и другими. Я тебе говорю, авторитетный историк, Шмона Сойгбючпеш, из старого советского. Милу. Царь язу ешь мою, смарт, ас язы, ас югом яздурю, но опять же, я тебе говорю о чем. Мое дело донести до вас, смарт, чтобы вы могли сказать, ажал, аш язини эзеркинчк язина, аш эсте ахарстек дийсна, смарт то алдец, ажал этяйл пункте ахарстек дон. Вот как ты сейчас сказал, это твое мнение, это люди должны услышать. Телеграм
بعثتك Инстаграм чуау, уши بعثтага YouTube чуау. В общем, 200-300 человек. На историческом канале собрать столько людей в ночью, час-два часа ночи, это хороший результат. И кцаха абок карбуа смарт. Инстаграме, на Инстаграм нашем канале мы достигли пика. Последние 2 месяца 5,5-5,6 миллионов просмотров. 5,6 миллионов просмотров наших роликов, наших исторических материалов. Я до миллиона еле добирался. 5,5 миллионов людей, которые просто... просто... Может быть. Не комментирует ингуши, не комментирует ингуши бож. Сокиети, вое идавичо истории, вое истории даича майер, цано до богша, дукумша, я садешли тенту. И ошибки. И ошибки. Но до бош. А сохинс ас бое, вое истории даича, даэле, вое ханах издал диешту, вое история ша майер даэлча нахай, но деш вое хундешту, савое сагунгаттешту бас. Не испаха. Согласен. Согласен. Полностью согласен. Вой истории шамайер, вой хастик цадуй шамайер, дай узитан, чанца, но дой и дай та, но пилмада цигай, он должен спорить. Согласен с тобой полностью. Тут я с тобой не спорю. Ингушский округ, добавили, прибавили, отбавили, разделили больше. Камир, хорошо, вопрос, в каких годах образовался Ингушский округ? 1862. Что было? Ничего не было. Что было? Где было? Ничего не было. Не было, да. Просто чисто по факту, по факту, что и после, да, я колор ба, а секремация ба. Дела смарт и вилла, и цахалш цашу шишвал вилла, и цунги хватил дат, а книг сун хитиби карьяна яц. Сун свой интервью ели цахина. Har kniga berito sharayu qyalu so interview 13 году елю вой хардов дала свой царь бала целый вой хауса цаусна вой ешется. Но хинц уже когда начали книги читать, когда это все начало всплывать, хиц кашак и смарт. Добралось до меня, я вас ознакомил с ней, что есть такая книга, что здесь конкретно есть претензии вой Гнаурский район Халвабах, вой гора Халвабах, Бунта Халвабах, Ачхой Мартан Валар Халвабах, Киек Халвабах, Асин Сирнаоск Халвабах, шун хештук остеадывштик. По 1922 году Хилдиза бах, вой мехда цани, вой парламент кюгл хочет цани, вой нюк питанду ален, иш отдельно алец урелек в начале. Юга, даже если нужно о происхождении чеченского народа, мы поговорим больше, камелдашу. Арху поговорить тагарчу. Архангу алгарчу. А это скамелдаш я на до вала ты гени отше. تجاه والله يوتا تمتك لا قيوت لا تمت يوتا والله أري يوتا والله أري يوتا أري هو يوتا تجاه خلق هذا هو اللي ما توقع شدري تجاه بود أدي هو ما خلق تجاه سرسكي أيضا تجاه جم مرزق بولش ويلوشي سياق بولخاني تجاه إيش واحد غلا يفتح لسوالي ولدي إسجاني وشواتنا صار واخيزنا وش نيس بط بيرجو ده يو لحبة دعوة بوش تجاه أري تان شيست تجاه تان بط تعينا إتعجين بيتا شوك يل تجاه يوشول ده رونينا ياتي تا أوروش الشيو بيتيجو تعجين كوسواك يلزم دوش ده لقيش تا ما دعاء ديزي ناخنا أدو دا يديستوني تعال بيخنا دو سلمان طبني تاعها Ингушская равнина, какая равнина? И юки гала ари больше за питачок юи сега. Они сели, 8 месяцев там они прожили и обратно поехали. Все. Вот и вся история. Ну, видишь, эти 8 месяцев сегодня обернулись тем, что они уже и Валерик, и Шахмиюрт. Я-то, опять же, я не против, чтобы живут, пускай живут где хотят. Но они должны жить как часть единого народа. А не говорить, что мы основали, мы знаем, мы это основали Бошкамел Дашму. Урус-Мартановские села мы основали Бошкамел Дашму. Это не Ачхой Мартан, там уже и Урус-Мартан.
Ни один человек с 1934 года не проживает, чеченец, Бацо. Мой это. То есть, когда объединилось... Аргоним кача хасун, духаню аргони кача. Нет, тара просто война цак бимо. Хапизау. Хочу цакачуш, хинисти качуш. Дианиш хинисти кача, дианиш беркел чулоч хинисти кача, хош устрадгал чуло. Сунхая трахавой нис варгидац, чуах варг чуюи. Цучуа ха со вайдейша вайшадыш хичуа. Вот кштя, حد يحكي يوقع عينات أقوما يوقش دشي دوقش عين شكتير دوقوي دي عسيا ويخل شكتير داتس طيب مش دش باش باش لو زود سبيز أحسن تيري زا مو أدونا خاستك ده خاستك دوش سنة دعاء جوب تلا يساق هي جاوش دعاء كان بالي تعريش شجع وای قدرت دیشتو وای اوگر حال وای история وای نگی تخای دیشتو Ну, что изначально я просто... Смарт, смотри, да, я еще раз повторюсь, я изначально, когда зачитывал документ, сказал, если бы этот документ написал какой-нибудь Вася Пупкин, неизвестный, там, который просто там активист какой-нибудь, я бы, может быть, это и оставил бы. Но это написал зав. Кафедры истории целого НИИ, то есть научно-исследовательский институт. У него были подчиненные, молодые, которых он воспитал, которые там он, соответственно, поставил на путь, и которые вместе с ним шли. Они будут сегодня идеологически точно так же, как и он, нести этот бред, понимаешь, массы. Я про то, что вот он написал это, люди должны понимать, что чеченцы этим не занимались. Чеченцы этого не делали. Не делали. Даже когда ко мне приходили в эфир и начинали говорить про свое руководство, мол, мы делали митинг против нашего руководства, а сразу Олар Собордал, я ваше руководство не трогаю. Мне дела нету до вашего руководства. Валлахи, и сегодня я говорю, мне нету дела до руководства, ни до кого нету. Но если затрагивается честь и достоинство чеченского народа, здесь многие упускают некоторые моменты. Суть даже не в этом. Понимаешь, здесь затрагивается Ачхой Мартан, Урус Мартан, там проживают. Они, во-первых, подставляют людей, которые там проживают. И они, видишь, как они говорят, Цубула, больше нахана, тот любой человек, который прочитает эту книгу, скажет, слушай, они живут среди нас, мы вроде бы все одно, целый дуай, цакам дуай. Но они говорят на чеченском языке, бацо, но они сами себя чувствуют ингушами и говорят, что они ингуши. И чеченцы их ингушами называют, бацо. То есть, гардештек питанду. Язинек питанду. Ну, сам да, сар питанду цаола. А башлам сар питанду шун. Харнак вас лакар даржавош. Айлманч вош, воснак вас рухарун дючхена, харсатин ватшун. Хохуардисна ача, со башлам бьюхумю. Башлам нацекю, башлам и хал эбнегу. Башлам хал эбнегу, башлам шун, дахоичвегу. Семхила, я нохчи, йо, семхила. تغنى تارجة أو جرجنت عيازين وعدل نتار سنافك تخيوبة تسوى يازين مايو إيمنا يتعزلي он كرين гери бамут ингушское селение. Это Нурдин Кадзоев написал. Они прекрасно знают, что Бамут входит в состав Чеченской Республики. Они прекрасно знают, что Асиновка Серноводская входит в Чеченскую Республику. Они прекрасно знают, что Чемульга, Даттых и Меткичка аж Мелхибуй и Мелхи никогда не были ингушами. Мелхи всегда были, есть и остаются чистокровными ногчи. И все равно он пишет это. Гайрбеков, Гайрбеков, когда умер, Хардин, Волшах, Цунтях клеветать я шуй, Гайрбеков, муслиман я. И муслим, он масана лилаля, багар дюч хаздата муат, арабек, масерга, уохил, маитлаш латниш, мабитлаш войну касюли, мабитлаш войн кикамниш, войн лат, вишер душу бах, лявол, Гайрбеков, муслим мауи. А ко дайла бах. Карстег мадуй. Доцег мадуй. Гоник динчхена муслима эккехул, а дикник динчхена, я терлат уешхена, цунаха, как говорится, шейник хул. Цундер бодик дисла
Сасон, дикник хиду да, дикник хиду. Так, хата шанжуа пурдувай. Башлам, чимульга бохш болу, мелхиша шаш нохчи до оле. Олдер. Солочи эфириван, чимульгар, мелхиш, ой нохчи дар, и юрт даун делатиш бохш, амел динак. Шухалга дина, шухалга дина. Цац бешин хин хунядин мелхишна алумдат, эккишт алумдат, ирошт алумдат, орствашт алумдат. Иш нохчи коман дагду. Цер тейпан названиш, тукмаш названиш, ас суйку соляртервац. Иш бабу, иш ценц идош, бу цен нохчи буш. Не надо туда сейчас самоца эльери, самоца паспорт дехни, хунядин ауха бочар, иоли панкися бочар, ол. Ауха бочар, шаш ауха ду ол. Ауха бочар, шаш экки ду ол. Панкися бочар, шаш кистинч ду ол. Ингушетя больш мелхи, шаш мелхи, вайнахш ду ол. Нохчи ду ол. Уарстхуа диа бочар, шаш я уарстхуа ду ол, я галриш ду ол. Сиа бочар, шаш нохчи ду ол. Вот анга нюцкор сама бах уйш мадац. Язин уаделен историну хубах, историну хабоуге бадик херду. ويا غلغا وجردو تعشيكو ياتسوتيا نو قاستين دوي تغانيشتينا قاستين هورو شيشي چو عشوي الصباح دي عدوزني والي تيغا قميل دي صباح سي عدوزني والي قميل دي صباح شي مكا دولهم لردي باخس هاي истории лардие هاي тайпниш лардие понимаете цар оли чимульга болчару даттига болчар олш пешбу والله بالله هود يقليش خير وبطمدو او خير باسا وارست ما محكر ملقى بيكيرا تو اورتين هون شات نوخشي دويخا ويتساق عنده بورسو قام المدينه والله بالله تالله دينا غلغش ما باخسو سديويش زود غلغي تايبانيو قوما نوخشيو يرقتشن دالجاش لويتسو نوخشي شو غلغي تيب نوخشي قام بوش اش ما بوش تين نوخشي بوش ويتساقدوش يدايغتين حياتين تا разницят та терц и душадик цадош. У нас нету этого. А вот эта болезнь, которая зародилась, которую начали, местечковый сепаратизм, кто-то целенаправленно этим занимается. Ирисхан, ажа асам эрдуэг. Ирисхан, как там тебе, Тарамов или Дамов, Милуа, Сунцага. Официально сколько воевало две чеченские компании ингушей на территории Чечни? Что за вопрос? Вот скажи мне, вот ты занимаешься, ты провокатор или кто, я не могу тебе понять. Я что тебе, сидел, записывал каждого человека, кто воевал на какой стороне, что ли? Худаючуа. Какое это имеет отношение к данной истории, да, хорошо. Или ты мне хочешь сказать, что первое, вот ты целенаправленно занимаешься, ты еще пару человек, которые зашли, хотите, где первая колонна, где сожгли первую колонну, где остановили первую колонну. Зачем вы мне эту байду несете? Родной брат своему брату помог, накачал ему колесо, поменял ему колесо, построил ему дом. Он должен ходить. Я помог своему родному брату, построил дом. Ай, смотрите на меня, я такой идиот был, шлил дешпу. Если брат, конечно же. Я не хочу сегодня говорить, но еще раз. Восточная колонна не была пропущена. Восточная часть колонны в Первую войну не была пропущена. Понимаешь? Нельзя. Нельзя. Эти вопросы задавать нельзя. В таком формате задавать нельзя. Даже если бы я знал бы, я бы тебе не ответил на этот вопрос. Тебе повторить? Незнание закона не освобождает от ответственности, ты знаешь? У тебя есть официальные статистические данные? Нету. И у меня нету. Я вообще новейшую историю пытаюсь не затрагивать. А этого парня, который закинул, вот сейчас в эфире зашел некий Газгириев Насрудин, ну или Милуца Асуна, которого закинул. Этот парень сказал, что он чеченец. Я попросил его выйти со мной на связь и ему сказать, откуда он взял информацию, что первыми за нас, за нашу родину
воевали, умирали раньше, чем чеченцы, кто-либо другой. Это абсурд. Или вы не знаете о бомбежках, или вы не знаете о остальных. Если ты не знаешь, не надо затрагивать. Не надо унижать собственный народ. В отличие от этих болтунов, которые, я говорю, ко мне приезжали, ночевали, байрак шусун ел, галаш бяхкин, гала байрак, лакьечар бяхкин. У меня всего этого достаточно. Могу хоть и показать сейчас в прямом эфире. Когда встречаются, при встрече, мы понимаем друг друга. И бывает вне политики. Я не заставляю никого менять свою фамилию, свой шахар, свое место проживания. Никогда и не думал об этом. Но никто тебя не уполномачивал зайти. Во-первых, опубликовали. Сегодня еще 3 человека разных пабликов перекинули друг другу и публикуют этого пацана. Откуда вы информация? Кто взял? Кто против того, чтобы Галача ехала? Это на сегодняшний день это тупо. Я поясню почему. Калиматов, глава республики, приехал Марх Дуаштина, главе Чеченской республики. Вы видели там председатель правительства, там же Евлоев, там же Даудов Магомед. Нормально поговорили. Марниш Кобалдин, Гоуша Бистахал, Айндабана. Вот пример. Здесь нету никаких противоречий между регионами и руководствами регионов. Зачем вот эти сопли целенаправленные? Но мы должны вот этих людей, которые вот такие книги печатают, я просто-напросто сказал, что прежде чем такие вещи говорить, откуда вы информация и кто ему сказал об этом? Кто? На фоне прекрасных высоток города Грозного, если я не ошибаюсь, я знаю, это в центре где-то эти высотки. Сугалцевеля. Он выступает, говорит, и мне сотни человек скидывают. Башла ажа, что за самобичевание. И потом полилось, поехало. Я пацану задал вопрос. Сказал, Хаоль, Сюйкхатар, спроси у меня, если не знаешь. Или расскажи, откуда у тебя эта информация. И вместо него, чтобы этот человек мог ответить, мне заходит, мы держали бамут, ты неблагодарная свинья. Я не вам, я это написал не ингушам. Вас это вообще не касается. Мол, ты завидуешь, он правду сказал. Валлахи, биллахи, талай, не завидую. И не думал об этом. Но если ты говоришь правду, приведи. Не надо мне про колонны рассказывать. Остановили, проткнули. Мы об этом говорили. Ва алейкум ассалам. Я об этом говорил с Бархо Ахмадом, кажется, еще 2 года тому назад. Ладно, ушел. Буштухом. А то Мабешухна. Патрон шло, да? Патрон ждал умадать, сказал. Ila was milosun tsaba digdich цаму яйтнерсун сун дарниш хаяйтин. По крайней мере, загрузить хитсок эфир чуял вори Насруддин ал. Газгириев Насруддин вори милвори. Он говорит, что он ингуш, он говорит, что он из Москвы. И говорит, выступающий со брату Бахцу. Вот брат понятие растяжимое, брат кто? Брат родной, брат мусульманин, брат по крови. Я не знаю. Ha. Юдер. Мичаю хайон. Ахмад Таури. Ахмад Таури. Хазион. Ахмад Тауран. Я йоца высотка гнеон 16-этажный. Шуется. Их.
оранжевый, это халава чутердук. So галцевала, цер куцдук цедекте. Det var Bøsland. Og så et to ta dalit ando ta bunkil cho wolf mo zara hon iqa غال هاي شو كهون دقيقة شو بشيء تاع problem ما يا صنت أيوة مكان هون ساعتين تيسويس. Делать сунца, у меня такая ситуация. Если он налаживает свои какие-то взаимоотношения со своими родственниками, я не против, понимаешь? Допустим, хада там ты авелук. Первый там ты примерно бахас. Хадево шудеши чухавошаву. Хахо с первых дней я цанис вон ты арабел первый там ты авайц харцо коудин была. Мой хош тукидуй. Ой Ахмад Хашса ош то из Мехдас оша до иду харту амашин спутин оша ош то ибак биш бацар ол. Но ибак кан хил шахин хил дала хилаш нохши мадай нохши камду. Хоккол Белла будет ак оппозиция бейн будет ак бомбёжкин чхена до еще официального вторжения балнасой. Бейн ах был. Хаво на васту первый веллеге ночи вац ночи шендухала. Первый веллеге хара вац алкамил дича нахана ишта хокка шамел веге ночи тамтиха герой валу шоу шамел веге شامل وجا جرو ولا صونخا تعميد اليش وحكومات мы вас защищали, мы вас кормили, вы неблагодарный Бог, амилша. Допустим, со гюмсевятна. Да, ты ему даете, но гала, а что со свяж гала, свяг цагодятна. Ну, ахалаксон, может, со цахарца лела, цанслетта со, гюмсевян, хавоча, гюмсе аш, вала, савоча, далеч инксо. Далеч инсо ахсон, тавиж муатта белла, дох чейдилла, хума калетина свяг. Вамаз дайте, ты нас юг, ауча забот пехкана, и вот это айокос. Это на Европе, даваются в Лондоне, даваются сега бизнес ума дани, се нормально двигаться, да шуксо в теме. Юг, связи волк. Дуния на гойча, связи воли, олк. As haindin dol dik ditstella, hasemengen te awijawиш. Sagumach chur lamaz uch, as kwartos bo lamaz kruzen te haradi as on ditstella bos, as yu qamyadich мухир дари. Вот из пример юк. Если брат даже брату помог, если брат родной помогает своему брату, я не думаю, что нужно упрекать в этом. Я понимаю, это адыги, лезгины помогли. Они по крови, по языку, вайца мадати, хоть соседи мы. Иш царь цадик дуаш алар, я могу понять. Но хомау, совег мау, хавага соучи, сохаука ажар мау. Иш дарка хитсал самдари. Башлам, тут вопросы задают, да? Давай, задавай. Вот если посмотреть все вот ваши видео на канале, да, вот все вот то, что вы там говорите, да, такое впечатление, что вот вы все, да, вот вы особенные все, да, вы все избранные. Чтобы быть героем, надо просто родиться в Чечне, больше ничего делать не надо. Угу. Такое ощущение. Да, да. Ты красавчик. Вегас, откуда вот ты сам? Я какая разница? Нет, ну ты мужчина, ты можешь за свои слова ответить? Можешь локацию сказать просто? Я с этого региона. Ну, вот Хасавюр, допустим. Ну, понятно, ты кумык. Я понимаю. Ну, я знаю, кто ты, поверь мне. Ты можешь дальше уже не продолжать. Послушай. Подожди, я сейчас тебе отвечу. Во-первых, людей, которые пишут про мой народ и про нашу историю, те, которые гадят за последние, начиная с 90-х годов, по буквально сегодняшнее время, вы написали столько дерьма, что я от этого дерьма даже не могу очиститься. Вы, я имею в виду те, которые живут по соседству, те, которые пытаются найти в каждом слове какое-то высокомерие, лицемерие чеченцев. Нет. Я занимаюсь тем, знаешь, чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что из всего дерьма, который написали вы, завоеватели, империалисты, пришлые
и остальные. Я пытаюсь найти зерно рациональное, что вы написали, что-то хорошее, чтобы преподнести хорошего. Допустим, я тебе приведу пример. Знаешь, какое отличие между кумыками дагестанскими, хасовскими, кумыками чеченскими и кумыками моздокскими? Знаешь, какая разница между ними? Какая? Элементарно простая, чтобы ты понимал. Мы никогда в жизни врагами не назовем чеченских кумыков. Мы не назовем врагами даже тех же, в принципе, хотя более негативные бывали и драки, и распри, не называем точно так же кумыков, которые были в 90-х годах, возможно, и твой отец или дедушка был, которые выступали вместе с ауховцами на съездах и говорили: братья ауховцы, мы с вами, мы знаем несправедливое отношение к вам. Почему мы их считаем героями, прославляем их и пишем про них, показываем ролики? Совместно с теми же роликами, которые ты говоришь, что вот вы стоит родиться. Да, это земля героев. Это земля героев, потому что на этой земле пролилось столько крови, которая никому даже не светила. С радостью или плохо. Да, это для нас плохо. Да, мы погибаем. Да, у нас не всегда выигрываем и проигрываем большей части. А что я должен был написать? Ты кумык. Я не верю, чтобы ты сел и сказал: ничего, да, послушай, ты кумык, ты сейчас... Ваш имам Шамиль сдался, вы там по-русски привели, это постоянно... Стой, да подожди ты сюля или кумык? Скажи мне, ты сюля или кумык? А? Ну вы всех дагестанцев сюли называете. Нет, мы не называем, мы тебя называем гунки, а сюли мы называем конкретно мa'рулалов. Газгунки мы называем лакцев, лезгуя мы называем лезгинцев. Цадахрой мы называем даргинцев. Ты меня историю учишь, что ли? Если ты не знаешь, если ты решил блеснуть своими познаниями по истории, не стоит. У нас прекрасные отношения с кумыками. Но есть те, которые немного борчат. И у нас тоже есть эти, так называемые, как ты их называешь, которые говорят «ассо». Сюли, это просто-напросто, ты сейчас говоришь не с базарным продавцом, понимаешь? Ты говоришь человека, хотя маломальски занимающийся этими вопросами. Я, честно сказать, не понимаю твоих претензий. Вот честно. Всегда, я вот честно тебе скажу, всегда очень даже хорошие взаимоотношения были с кумыками. Очень. Ну уж кто врагами кумыки нам никогда не были. Вот когда возник этот вопрос, сейчас буквально года 2-3 тому назад появились вот эти некоторые разговоры. Появился один у вас есть там Абдул-Наср Абдул-Кадыров, профессором его назвали, мне привезли его, привели ко мне его в эфир. Вот этот чел вылез, сейчас еще один чел, точнее 3-4 года тому назад вылез, который начал рассказывать, хотя кумыки составляли добротную, хорошую часть войска шейха Мансура, первого имама Кавказа, и мы гордимся этим, на самом деле, потому что они были вместе. Он выходит, говорит: не было этого, не было того, мы это дали, мы третье дали. Вылазит третий, говорит: мы вам дали земли, это было все. Мы все прекрасно знаем, как дали земли, кому дали земли, покуда вы жили, знаем, как вы по Сунже проживали, мы знаем. Все знаем на своей территории. И на вашей территории знаем. У нас, в принципе, как таковой с кумыками плохого нету. Даив немножко там подгадил вам, конечно, он сказал, что вы реальные там такие войны, гуц-муц, там, попытались друг против друга настроить. Я тебе один пример приведу, Вегас, если ты кумык на самом деле. Ваш Султанмут, да? Вот сегодня рассказывают о том, что Султанмут, когда его два брата прогнали, что он ушел к своей матери, на поддержку своей матери, ну, кабардинцам ушел, якобы, черкесам. Я слышал это на ваших каналах и пабликах писали об этом. Что к черкесам ушел, из черкеса ему якобы помогли обратно отобрать трон. Слышал об этом, читал? Вегас. Ну, когда Шамхальский был, да, Тарковский или когда? Не, Султанмут. Помнишь, когда его лишили два родных сына, он же Чанкаром был, да, у вас? Чапаном он был. Он же незаконно рожден, ну, от наложницы он родился, так?
Это, наверное, более ранний период. Да, да, я про ранний период. Ну, и, походу, ты не знаешь. Так вот, там говорится о том, что его лишили их наследства, и он ушел за реку Сулак, уже перешел реку Сулак и ушел в эту область. Я сейчас уже начал искать документы, наткнулся. У нас говорится, что он пришел и совместно со своими братьями, чеченцами и кабардинцами, черкесами вернул этот трон. Сегодня уже убрали чеченцев и оставили кабардинцы и кумыки. Первые опрокинули Апраксина и Петра I, его авангард. Написано, что сделали чеченцы и кумыки, когда он приплыл в 1721-22 году. Это были чеченцы и кумыки. Теперь официальных документов и русских, и иностранных написано так. Сегодня начали печатать книги и говорить, что первыми, кто сопротивлялся и дал отпор Петру I, были кумыки. Эта волна идет не с одной стороны, Вегас. И здесь нету ничего героического. Или ты говоришь, или ты считаешь, что мало крови пролилось на нашей территории. Ты сегодня кумык, ты можешь приехать в Чечню, в любое место, тебе кто-нибудь пальцем трогает, тебя унижает, тебе кто-нибудь что-нибудь говорит. Ты здесь будешь как мышка в сыре кататься, и ты прекрасно это знаешь. И у нас всегда было такое хорошее отношение к своим соседям. А то, что я на своем историческом паблике пытаюсь из всего дерьма, которое вы пишете, что-то хорошее взять и подрастающему поколению сказать, вот что-то хорошее о нас говорят, вот героическое говорят, чтобы достойно выросли мои братья, наши дети, что в этом плохого ты видишь? А в чем проблема в критике? Вот вам нужно только похвала, что ли? Да нету, как критику хочешь. Прочитай Берже, прочитай Ермолова. Да критики, все, кроме критики, в Чечне никого, кроме критики про чеченские, начиная в Кавказскую войну, где ты видел хоть одно хорошее про чеченцев? Назови генерала, военачальника, который написал хорошо про чеченцев. Можешь назвать? Я с радостью тебя послушаю. Грабе, Клюгин Клюгинау, Воронцов, Противники были. Зачем? Борятинский. Да никто, братан, никто. Никто не писал о нас хорошо. Даже наши союзники не писали. Я же тебе говорю, большая хорошая добротная часть первого имама Кавказа, шейха Мансура, были кумыки. И они вместе воевали против царской России. Вместо того, чтобы сказать... Понимаешь? Ну, шамхарство, Тарковское, это ваше внутреннее дело, братан. Я туда вмешиваться не имею. Я знаю эти походы, честно. Ну, пойми, Вегас, это же твоя история. Ты кумык, это твоя история. Если ты будешь рассказывать о своей истории, это великолепно, это хорошо. Ты должен знать свою историю лучше, понимаешь? В этом проблема. И я не вмешиваюсь и не говорю, ты врешь, вы не ходили. Я же этого не говорю. На своей территории вы хозяева. Альхамдулилля. Если вы какие-то героические поступки сделали, если вы там смогли кого-то опрокинуть, хорошо. Хорошо. Если взаимоотношения хорошие были. Почему никто не говорит, когда Шейх Мурза Окотский, который был на стороне царской России, как утверждает, Султан Мут воевал против него. Почему Султан Мутом, которые были чеченцы, никто не говорит об этих чеченцах? Разве не было Султан Мутом чеченцев? Были. Гвардия была у Султан Мута чеченская. И они воевали на стороне Султан Мута, который был кумыком. Чеченцы были и на стороне, и Шейх Мурзы Окотского, и были против. Поэтому эти вещи рассматривать нужно. Ты говоришь, негативную сторону не воспринимаем. Воспринимаем. Критику воспринимаем. Но когда уже начинают борщить, когда начинают рассказывать там, вы нам должны, вот мне заявил один ваш кумык, со всем уважением к вашему народу, заявил мне, сказал, за последние 200 лет вы должны нам заплатить джизью. Якобы эти земли до Гудермеса были кумыкской равниной. Вот скажи мне сегодня, ты взрослый человек, это нормально, когда тебе такие вещи говорят? Это что за идиотизм? Конечно, с такими людьми и отвечаешь своеобразно. А так, с кумыками у нас никаких терок как такового нету. Великолепные отношения, хорошие. И я тебе больше скажу. Уж кто-кто, кумыков больше всего на Кавказе защищали чеченцы. Больше всего. Поверь мне. И сегодня многие хасовские, многие другие, когда сдают ДНК, ты знаешь, что такое тест ДНК, посмотри, кому они ближе. Тогда будешь говорить.
ваши враги явно не чеченцы. И не нужно здесь видеть врагами нас. И не думай, что мы не воспринимаем критику. Воспринимаем. Критика критикой, но мы свои славы не хотим никому отдавать. Если мы бились, бились. Если мы вместе были. Не надо сегодня пытаться отрезать кусок и говорить, нет, вас не было, это были только мы. История такая вещь, сегодня один расскажет, завтра другой расскажет. Надо смотреть, где истина, где правда. А правду знает только Всевышний Аллах. Мы только предполагаем. Кумыки в тяжелое время, во время депортации помогли. Многих детей укрыли. Сказали, что они кумыкские дети. Могильные плиты сохранили. Говорим об этом. На самом высоком уровне говорим. Ты где слышал, чтобы в Чеченской республике 3 села кумыкских, и наш глава, и чеченский народ просит, чтобы они сохранили свой язык, учили детей своему родному языку, чтобы преподавали родному языку, чтобы они одевали национальные костюмы. Ты в Дагестане видел такое? Ты видел в Дагестане, чтобы говорили, учите родной язык, мы вам будем за это деньги давать? Почему ты об этом не говоришь? А мы делаем. Мы это Вегас делаем по отношению к нагайцам, Ногой. Это делаем по отношению к кумыкам, гумки. И по отношению к сюли, аварцам. Которые там есть, в Кинхе есть небольшая часть, которая сюли проживает. Поэтому ты немножко не по адресу обратился, братан. У нас хорошие отношения, критику мы воспринимаем. Родился. Но если ты родился в Чечне, ты герой автоматически. Потому что среди нас выжить, это еще надо много. Но это не столько похвала, сколько такое школа жизни. К сожалению, время от времени у нас часто проходят войны, часто происходят конфликты, депортации и все остальное. Между прочим, первые, кто описал, что кумыков тоже депортировали, знаешь кто? Твои соседи, думаешь? Дагестанцы? Нет. Чеченцы написали, что кумыков депортировали. У вас там есть дата депортации, если не ошибаюсь, определенное количество. Есть? Так ведь? Я прав? Там депортация была такая Не всего народа, да, частичная депортация. Это ваши кумыки. Но вы же знаете, что, допустим, чеченки, которые были в браке с мужчинами другой национальности, депортации не подлежали. И наоборот, там, допустим, русские женщины, которые были замужем за чеченцем, подлежали депортации. Вот такие моменты были. Знаешь, какие моменты были? Если отказывалась от мужа, ее оставляли. То есть от мужа чеченца. А если не отказывалась, депортировали обоих. И очень много хохлов, украинцев, которые от Голодомора пришли здесь скрывать. Ну, не так много, небольшое количество. Они были распределены в Чечню и жили среди нас. Они были вместе с нами. Их жены чеченцев не отказались и вместе с ними были депортированы. Поэтому я об этом знаю, но, честно сказать, я знаю в основном все, что касается территориального населения здесь. Я знаю, что кумыки многие их прикрывали и говорили, что они на самом деле не чеченцы, что они кумыки, чтобы их прикрыли, то есть не сдали их. И они оставались. Такой момент есть. Андийцы тоже были случаи, когда андийцы прикрывали. Вот. Поэтому дедойцы не слышал. Вроде дедойцы тоже 1-2 семьи говорили, что своих, побратимых или братьев, как называют, родственные отношения были, сказали, что они дедойцы, и чтобы их не забрали. Я тебе больше скажу. Ты знаешь, нет, не знаю, в Панкийском ущелье живут кистинцы, чеченцы, в Грузии. Может, слышал, может, нет. Но вот их, я тебе скажу, большую часть их не депортировали. Это чеченцы чистокровные. Грузины не дали, сказали, что они уже грузинились и так далее и тому подобное, не дали их депортировать. То есть, частично, небольшую часть депортировали их тоже, но в основном их сохранили. С 1994 и заканчивая 2009 годом столько про чеченцев написано негатива, террористы, бандиты и так далее и тому подобное, что если ты увидишь где-то, что кто-то чеченец говорит хорошее про чеченцев, ты на него не должен обижаться.
и не должен о нем думать плохо. Ты должен понимать, что хоть кто-то же должен говорить о нас хорошо и пытаться хоть как-то из этого всего вылезти. На каждом посту из-за бороды, из-за цвета, вы чеченцы, вы напали, вы эрвар, вы тоболш. Мы помним это все. Мы знаем, что все не виноваты. Но все помним. Как на постах придирались, как ни в чем не повинны, как обдирали. Не обвиняем того, кого депортировали. Что поделаешь? Там каждый, знаешь, в то время тот, кто сохранился или смог уйти от депортации, он не считался врагом или трусом. Он считался, что, по крайней мере, Белтовский базар, когда деньги снимали. Поэтому давайте жить дружно. Если тогда не можно говорить, что он говорил от чеченского имени. Если он, допустим, если он чеченец, и опять же хотел... Я не знаю, да, чему элацу. Если и ногчеваться, а он бил бяхбац, тогда не нужно говорить, что он говорил от чеченского имени. Если он, допустим, если он чеченец и опять же хотел поддержать какие-то свои родственные отношения с нашими братьями-ингушами, я не против. Но не надо говорить это за весь народ и в историческом контексте. Мы умирали раньше вас, и мы стояли раньше вас, погибая за вас. Это, ну, неправильно, это некрасиво. Это не... Мало того. У нас прекрасные отношения с братьями ингушами. Идеальные, мощные отношения. Просто есть люди, которые делают провокации, они были всегда, я считаю, он не должен вот такими речами как-то там, если он даже пытаться сделать дружбу, братство крепче, да, это уже тупость, уже весь желчкадр, да, уже исторический факт, сейчас башлам, ну смотри, сразу подхватил, Мамот, сразу подхватили два паблика, один более националистический, другой дагестанский, подхватили чеченец, который сказал правду и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, то есть если ты сегодня скажешь, что это неправда, в глазах всех подписчиков получается, ты чеченец, который говорит неправду, что ли? Не надо за весь народ говорить. Не надо это транслировать от всего народа. Если ты говоришь, скажи, мое мнение, я хочу, чтобы мы братья были, там, братство навеки и так далее и тому подобное. Альхамдулилля, все оставят это. Не вопрос. Но перечислять исторические факты в этом мы, они были раньше, чем мы, из этого контекста вырезаются куски. Потом вот как этого старого, помнишь, который на посту стоял и говорил, что не пропустили ни одного ингуша в Серноводск. Помнишь этот видео? Бека вори, Белорис. Он тоже высказался, из этого интервью вырезали. Хотя там речь идет о том, что в Серноводск не пустили именно куда не пустили? Не пустили именно в этот как называется, Серноводский комплекс Уюцинце. Спама я царь уютик. Санаторий. Не пустили в санаторий. Не пустили и в Асиновку. Почему? Я разговаривал с асиновскими волками, я разговаривал с серноводскими волками. Во-первых, директором этого заведения, куда их не пустили, был сам ингуш. И он не пустил их. Сказали, езжайте дальше в Грозный туда. А он взял, и этот кусок они вырезали, теперь тыкают каждому чеченцу и говорят, в 92 году, когда у нас был конфликт, вы нас не пропустили, а в 94-м, когда у вас прошла война, мы вас всех приняли. Вот такие разговоры тут. Хотя и это ложь, и то ложь.
Во-первых, в 92 году война длилась 2 дня, и люди даже не успели узнать об этом. А те, которые узнали, поехали. Опять же, я говорю о том, что приняли в гостинице «Кавказ» по выступлениям Руслана Аушева, первого президента. Он говорит, что беженцы с пригородного поехали в Чечню к своим родственникам, кто там, остальных раскинули. И мне задает человек вчера вопрос и говорит: да, Аллах, если ты говоришь правду, покажи видео, где были беженцы. Я говорю, вот как раз таки чеченцы и не стремились показывать беженцев. А если хочешь посмотреть, есть видеозаписи, где в Грозненские больницы привезли раненых во время конфликта и лечили их. Это видео закидывали. Они говорят, что они находятся здесь на лечении. Ну, опять же, я не считаю нужным, чтобы один брат чеченец говорил, что ему помогали, что мы помогали братьям ингушам. Это не нужно, это некрасиво. Если делаешь, делай тихо, молча. Ну, говорить всему, вы не благодарны, мы вам дали. Я понимаю, для чего это показуха. Это для остальных соседей, вот вы неблагодарны, мы вам в тяжелое время помогли, а теперь вы якобы отбираете у нас земли. Да не отбирал никто ничего. Кто украл, тот и вернул. Тихо, молча, как говорится. Больше ничего. Простой народ как не знал, так и не знал. Başla aşağı podaş biraz. Да. Ватсон, вот именно ты можешь связаться только с этим Газгиреевым, только он разместил. Мне только с ним его прислали. И прислали его раз 100. 100 аккаунтов мне прислали этот ролик. Хажа, ходючте, хакобич, волпич. إبراهيم هو شو وضع صون يجزجري وإتان صون أكاونت ده إتان صون كبراس وشو مور وي Да, Салман. إيش طالع شاب ألا بشرم ألا Да, Хаятлин, да, абсолютно верно. Олимпийский чемпион, да, герство Салман Хасимиков, когда поехал спасать оттуда студентов Чеченской Республики, когда ему выдали чеченцев, сказали, вот чеченцы, они могут уехать, он не согласился до тех пор, пока не отдали то ли 10, то ли 20 ингушских девушек. Он сказал, что это наши сестры, что это наш народ. Из-за уважения к нему дали возможность, и он вывез их. Это факт, это знают об этом, есть интервью, все об этом знают. Но опять же, я не видел, чтобы чтобы Хасимиков кому-то ходил везде, говорил, я спас там своих сестер, вот я сделал такое. Нет. Коротко промелькнуло в его интервью, когда эта ситуация была в 90-х годах. Сделал. Это факт. Но не говорить, что не делал. Есть целые газеты, где пишут, что собирались деньги на медикаменты, помощь, поддержки нашим братьям ингушам. Есть, где медикаментами направили в Назрань, с медикаментами направили людей, с врачами. Есть, я лично брал интервью, это более старшее поколение, они говорят, оружия было в то время достаточно. Они на 3-4 машинах с оружием поехали, отдали, у братьев не было оружия, отдали автоматы, 4 багажника, они рассказывают. Валлахи, биллахи, талахи, это правда. Они отдали. Потом я встречался с человеком в шале, он говорил, что на 10 машин гуманитарной помощи шалинцы собрали с питанием, то ли с чем, я не знаю, 10 машин, или КАМАЗов, кажется, он сказал, они направили туда с гуманитарной помощью. Это одни шали только отправили. Ну, может, рядом тоже собрали. Эти все факты есть, я их публиковал. Баширов, кажется, был фамилия, ингуш, рассказывал, что он ехал спасать свою сестру. Где-то, не доезжая до Беслана, он подсел на Урал. И в этом Урале ехали полный Урал, чуть ли не полный Урал, чеченцы, добровольцы, которые приехали. Это рядом, где Черменпост. Говорит, были со мной чеченцы, которые приехали поддержать братьев ингушей. Ну, этих моментов очень много, но
говорить об этом, или хвастаться, или записывать на видеокамеру, сунца. Если это правда, альхамдулилля. Если это ложь, если эти люди мне соврали, завтра перед Всевышним Аллахом я скажу: я Аллах, сюгдит снери, аснахан дахаетине. И пич была, эстагана кахирдуй, бадик далаха, и пич бубочан кахирдуй. Я еще, альхамдулилля, верую в Всевышнего Аллаха и надеюсь, что мы будем доносить до людей истину и правду. Больше ничего. Вот так вот. О, нам еще нас поддержал. Нашхо задонатил. Гирихан Нашхо задонатил. Аж целых 4 человека сегодня нас поддержали. Дал Сидуэл. Валикум салам рахматуллахи баракатуху. Алда моду, бокшмер. Альхамдулиллах, дикдок. Башламу. Пойдет. Сац материал, да, он башлам WhatsApp, что, гурхарёхун. Да, обязательно, конечно. Я обязательно, говорю. Просто во время эфира я не могу смотреть. Ну что После эфира. Все, там тебе же не сразу надо ответить. Все, хорошо. Сразу хаят. Все, красавчик, дал Сейдуэл, ДРС Хавуша. Итак, друзья, поскольку, смотрите, Инстаграму отключиться дали. Я на Инстаграме, Телеграм чуть больше, мы продолжим дальше эфир. Ютуб и Телеграм мы продолжим. Инстаграм может отключиться. Поэтому все, кто смотрит в Инстаграме, переходите на платформу Ютуб или же в Телеграм. Я боюсь, что если я сейчас не сохраню, он просто вылетит у меня. Завтра у нас тоже эфир. Мы будем завтра с самого начала отвечать на ваши вопросы. Мы продолжаем дальше дискуссию на платформах YouTube и Telegram. Маш Ойл, ДРС Хил и Далса Доргона Осталячер. Чайна. На полкниги мы сегодня собрали. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Так, вежри. Соборде, шудама увола, что я Telegram чабо чек собашу на себе. Естественно, это программа остается, что? И сказать нечего, бас, бай. Да. Ибраим, حتى شو يوتيوب شو ده لا حدا كتاب شو ونيتا يايتا ويا إبراهيم отключиться цадичане. Не дизается слуга у нас один мелодии досе. Ибраим, модультига. В Ютубе сколько человек? Есть вопросы там? Рейсбочи за обычно фильмы говорят, что ютубовский режбат самый опасный, боюсь. Вечно пожарче подавай, поострее. Не, ну, видишь, Ибраим, я-то, конечно, могу жестко заявить, но вы, мы же себе, как сказали, пообещали, что вы сажим раздахаду, политически, как говорится, политкорректность ходил. Вы сам дома дня ухама сразу телемонтую махтух. Я телемонтую, عدالي بايمر دو إبراهيم قال علي ده يحكي على تطير ولا يوصل чего дихаешь до Ибраим, да я камбош. Чтобы этого не было, приходится корректно вести. Башла, что хаза? Хаза. И кант вазар из видео тяул. Это видео гине, это постун да хочет усо. So 90 годочка холодно, хуеметтен, загур чартым шмина бош, а надо не рцу. Просто Ибраим, а и видеоролик. Да я это вохстаги, да я это из хитрого. это просто видео, что шусо, это видео, это хорошо. Там короткий, он тягает, там буквально 3 минуты говорит. والله أنا وش شو والله هاري تعورس حقيقا
هسا شمل بوغ شلون هسا فرنسا عشوها استنجا عشوها ونعوستو أوخلتنش جرز بيتون شيدو إلش عدك زهدي دول بويشن بوغ شورا ويوش كلا ميكرز سكايبوسكي بوغ نعوست Ama شميلة يطلع ما يطلع ده لا يطلع الشباب لا يطلع يديو بيتي ولا ما يطلع وعليكم السلام Bila, edili vidim ka Erson başlam prosto da Alim samo ne drko čo. ша идеца чисто приходом да са да вала уштва تو هو اللي راه أصلا شو لسه في رسالة عبيكش ну بيكش بخش أوفشم سوق بحث تبا نخت شوي هتبا сразу же ты нацист бог что я тخصن الشمال вас ба почему нацист ты чеченец бах ты нацист бог Ну, Muhammadin kerevir vakmo, kekras Muhammadin kerevir vanon ishting. ой Dela, генерал suma ne tüm stokarina başlam asagi moyle wava. تو سامو اردو الدنيا على تهم شدود شا ادو حالو نتي شمبريتم شا بيو نتي استو نوخ Ay جي shesini hon. شيك هاي شوات ماتسون دو ميلوهارا منصور старый ценит лечь ورق مصوهان Var. В этом плане Мансур старый оговорство. ضعنا اشتاح سجنا منصور старый Еще чуть-чуть, вообще я приход. Я в остальном не говорю. Мансур старый с эфире мовятнери. Мансур старый, مثلا любой чуд عاو شوار الشيء ده جاء سؤال عم بقول بموضوع وزا شيء ساعة يا أيوه دعيت ولا بس عاول لا صوت يا بوليتيك ما يصلح بويسر اللي يوري قطر ده الله بويسر أسوي جلات الور سيتيم صوت عليه ملي لحسن أسراز ومغان صوت على بيخ أسبوع ما تعرمات ها بيتر باس ده ده عدويتان سؤال ور صوت على نورمال يستدور سو no после уже дахьяцу это скепски цане ба дени нани да считаешь ему سجنا فيديو من شمل سكايبوسكي وي ملامل ده ماشي نشوف يعني توقع با شمل ты не сможешь поехать оставь я же авария бог شو هي يا авария يا بو إنسان بوش ملامل ده авария чу анчена у меня на меня мобацу меня заложил ухо муахта хабарцу Мансур старый вац он меня заложил, из-за него меня посадили в тюрьму. У меня жена чеченка была. И сумшуйцу, я совин, я просто. да, и за сончу. Йо, что, видео, что он же? فيديو شو голосовой شاي جيناس عيالهم يعني ما اقدرش تيك توك شو عقصهم نقع مش كراسيتين ارو كراسيتي بورا دبوش جيناس Да. Софийские войны, салафитские войны, боже. Вахабистский камин, что я шкодил. سجنا видео вставайте одеяло поднимай вот что за им шьются Софезно. Это, короче, حاجة видео, вот интересный момент. Интересно, куда она вошла. هو كافكا زعل истории ويات بقيتشر مسيريو إذا оказывается. Твоимш болчайна, том бывается бина оказывается, гонха болча бина том улазу пана хук системе қиета цақет. Вот мультивселенную юти дави чего ойло знага она гархуду дал он вот вы не знаете, у вас в ваших рядах были там 1600 аварцев муджаидов бош. Камел шор скайповский и хор садуич, он хул доти. Мат. Да. Все хотят быть героями, но никто не хочет воевать. Да, это очень история, гендер истории, очень улер история, это даже понятие, ёцок хотя бы, юца верш, адмона харе, ран хабар садуч, ты хотя бы, что, как будто
Габри боз до грабли яц цунтели лакшан букта волнах дон шиншен хаю хакбиач. Я не знаю, я думал, может, он хайпануть решил. Ну, после этого я уверен, что многие написали связи в Албошим. Ну, что-то он и на суде был, и Газгири Лацар, Казиев. И чуя нет, зунги, эфире, чуя Инстаграм, что. Зашел 5 минут, и что-то он ни слова не сказал, вышел, походу. Başlam, nokçu uyku что это точно? Да, и ночью выхушим, да, точно. Вайгара, интервью. Allah фамилию Газгири. Вот, и Гази, вари, Газгири, вари. Из-за Москвы, и Гала, утсуша, Галгиву, Алаша, Москва, Ала. Если шат, его рубов, камер, да, нацуца, ой, вещик. Алец байр бац, а ты что ахнем, милу Ала, шавошу Ала, мой брат мусульман, укому. Все мы братья мусульмане, Ала, милу Ала, цавелаксуй. Başlam, вот я харит, чухваса, чухвишел видео, это пацану, сат он болшен, кар, принят, и милу, я голгаю. Из схож, милу. И сам чухвас, нерк, я голгаю, чего, типа харухой, вош эла. Из масса чухвиш, шуца, хоть 3 мяч. Вонах, и сунам цага, и хумштицер, и хастах цауара, холзан хицбала ша дашу гална ширер галгайшан ухун да, проблема, я сказал, дауан, водопровод, наладить дичани, дошло гали на гухой. Я кидек дичани. Надо говорить, надо делать. Дила, это не сэлам, да, дуйте, важно. Это не сэлам, да, дуйте, баразан. Да, что, бах, уештать, вон, года диз. Ума да, уештать, да, между... Зала, просто, да, цить. Уалёкос, и насколько и цаорх дуhиш духштига. Ас элерх там комментарий. Хава ух цакупчел, да? Ще духи чакдэлча, да? Укар мавахти хокша даже цухудичи харт вайн подлизываться да шо ладях карценс. Така вожволи шечун дера. Хава вежрибу. Ша. Да, бат. Пожалуй, что вежри бат был, что будет. И вой мостов, и вой вежри был каши куят. И вой цац иду, вой цац ламду. Но был тут еще бат свой вежри. Харстек дюйцеш бат свой вежри. И бах. Бо году хам башлавец. И цац вышел диазадиш и бипо алвежри хиеташ. Сон хагушеш цанох чебух цагар цавзаин нас сонгушя я вообще. Что Хамза вору, малыш. Хамза вор, Абу Бакр вор. Ну, и что, понятно, из савлички, волгаешь босса. Зисялан вахве, она свой чо халхят, вори ноу дян. Асис кантани ял, мяла бахт багаш мун. Цахят ерися. Ваха, ша любой чхейна, шеса далурду любой нокчу чу руша. Иеша хагага чу вора, шцават, турца уша бар нацунцу. شادك أنت وخزني استغاث بالله حموات ويشو إيسوش وات يديل دو علي روشتات تبا شميل بودو شو دعول وشكنا إيش تعمل وليري نوشي ويجري بو ويساعدو بوش نوت يتباخر أسبوع كدو ويجري بو بوش هذا ويهما تباخ ويتعنجب بوش داتي но харцу из книги Аязина мы можем поговорить о родословной чеченцев языка. Книга, я не считаю это нормальным. Başlam, Sohezi. Tez. Ay. Tamam da ya. Aslında o Telegram çikola ya دوشي الاكونت دات. Sütte tamam ya öton. Kulliçki çuval ya побратски. Совавру yok çur ara verliçki çur. Dire son Insta. Insta çutayatlar ki. Insta çutala aslında Telegram çu har account da yok çuval account. Зелёный та. Личные сообщения. Так, личные сообщения. Освободил. Ага. Так. Ссылку вышлем с хаятанёв. Я? Саад ваш мадак вообще яйца мои просто это я чу аланса по-братски. У тебя Название ничего не говори просто. Освободи чувала на гастана. Тем тайно загружаться дешу.
يلا ما خليته загрузки. Давай, мама, иду эх, что ерешь, ты дома, что царёли от. Друзиться да еще. Tas man pašs skriņā, un es skrienam guru moją. Да, скрине это чувствовал он загрузки китайский. حياتنا إبراهيم حتى شدو يوتيوب شو أسامة Holds baştan bo kudar hansika. It's взаимность с в личку чуха алгаиш по нормально قمال дяшту. Сага цараю эцюк сихсиха нохчиша алгаиш вежри бубош ишту видео асбацук. Гой хона нохчиш открытую дабох вежри бу что туда-сюда. Та цубасик згалачу да ханису ицхумад або нохчи холцна волахбу тоню адать это взаимность хагайтер бохса им по сути это дуқдер хагуш нохчи бохш вежри бубохш ну что-то отдача я не вижу может там солнце генакцар выхлять видео шаш типа вежри буберт лат бавез это митинг юз масухан тайгер хардос хада قان هرلات хада قان ولا إلهتهم إله تسامة إبراهيم دقعت غلط أنا ديلا عمباد الجيش إبراهيم تيشو إبراهيم يوتيوب канал Баслан .39 лайф Алек админ ИУ главный ИУ Геонсон Мамад Цунхак Чубо Олш Бесбар Шеюх Гойч ويوزي دو أولش بسبر نو شوش دي نحترم عقطوه هاي ديلي بايو مرادوع دايق على فيديو شين بروبليم شينا هما داتسون بروستا ويوزي دو ويتساعدو ألربيا ويوزي دو أردو أل دي تربيق ألهم دوتشا دايق على شين بروبليم شوت خدوتشا قيش كي بردورهم إن سونا صديقة جالوة صدينا بوش إشتاهم شتيتوي Да, хотец Ибраим тяжко он Ибраим примерно маста година, але хатна то это он количество. Başlam sohbet salam aleykum. Хорошо, Абдул. Başlam otsam целым от Богу. О низ яцун. Низ отсо. Ну не Да, чуть. Абдул. Бяхма была со уахцалошон башлан бяхма была. Голой вежри бахц бог шкамелде шве комментарий язва шве ку илило шула би башхяц сюха че из на стороне провокаторов болбе шуиз вежри дахц бог чант эхватан цец табо бешхолез مهك داس داود ومحمد سأل مسألة الويت عوجري دو حما هو أباغا قولي تسندر سال هر بوغي وقع هر بوغي بوش حما هو يتاح ويتعوجري خلرا إذا فاكتو ساتس إخلر سافاك قدا أوجه نايتو تيمو دا جديد ستزيوش أخيط سوم ويوقع تعوجري المدي بوغش داتس ومصلعة مدي بوغش داتس وبروستا исторический факт часть еще фальсификация моей боцент я и подмен понятие моей бог информация бог Абдул хау бог быстрее ладу аш до да ваше да бэкка тедвал я торгулам амин да от сказать национальная галерея сакэссон да конца хая يا زين نو ويست خبير كان وي ألسم داور خلق وي بوغدر وي جاجل ودي زر بوغدر وسكانت بوغ اتسو بوغ نيس خيصم بوغ نيس بوغ سكانت نو ودائم وي دا جاجل وليل واش دوي دا ديش دوي دقيق واش دوي постоянно وي هاد سان وي هو ترلا وي هاد وسان помещаешь да схода войгора постоянно клюков да что да мула. Да,
из им дольше думается, да, больше умадаться. Единственный, больше не нужно путать, как говорится, зерна от плевна, отличать домодезева. Ой, диктор шахундера, хинц духа бочар, ол ахмад нарнич, буншбу, ахбютсош нарнич, оман оштуана, валлахи, биллахи, талай, да? Буквально неделю, как я начал вопросы, там, не опровержение улепас, сюлющу классна, гонкищу классна, статьяшер, я пишу нарнийцы, восточные нарнийцы, ногчиш пичбуэты, чеченские нарнийцы, какая разница? Нарнийцы это люди, которые врут, и нет у них национальности. Если бы я хотел или делал фитну, принципиально пошел бы с ацабизмом, больше ненавистью, сахаляри, я бы, зачем мне нужно было бы говорить, там, нарнейч буйош, карпич бюти бау, но я в этом даже случае говорю нарнейцы только для одного, потому что достойные, хорошие братья, они были, есть и останутся нашими братьями. Валлахи, биллахи, талахи, так и есть. Но до цегдючего и сада валаха, сагда альчи, шкиеш батка, ой, умат дас Мухаммад Паймар, саллаху алейхи вассалам, аллак худу, шпич бучвик ши умата вац алиту, алла. أخوي بيتش تبو تحوش دوي نيس وانت غاش دوي دو دلاحة أخوي أمة داس بوش وانت غاش ديزي ويوجر الله ويدوحت خلا جرجا لو نيس وانت عبق وانت آخر ما ديزي بيتش برات باخر خا برات يشم أرميانش أو أذربيجانش أو грузинش أو брат. Такой термин у нас брат, потому что хорошие взаимоотношения. Но одно дело называть братом, а другое дело реально быть этим братом. Поэтому я пытаюсь как-то определить, и чтобы люди понимали. Абсолютно верно, 7 лет, 8 лет, тогда что худу. Дугдаш, приходите в эфир, показывайте свое лицо, давайте говорить о маслаате. А жалко, это я зеницу, я зина. طبعا اصل пункт аяша 10 номер 10 договор да сейчас если бы кто-нибудь из достойных хазал шуя башлам да хара доцек до харвайну ахили шош да свой серно вежри хилдиш дуй хара дуажа дуй ал и хаош так был хари люди бы понимали. А так получается как я призываю, говорю, называю все равно иду Ибраим все бостик, люди недовольны, почему ты их называешь все равно братьями, если они не отвечают взаимностью. Они оскорбляют, они говорят, нечто стихажа, ход има жёшу, кейч вардошу, галгаскиу, хагару цаошун цадитин. Каш вал асайвиши цаны дахкин до сурт ячу квасин, до ца остров Эпштейна ючи, хош ючи, сун никогда в жизни декца да асайвишин толани, паш толан дала вартан дир халяс дала маравана сурт дахча, цар бошул бюхла сун жимош да гяриат. طبعا ايش دينا حيث عبد الحق يورتا حيث كيرتا بوبيش فوتبول كيا ولا مايك ولا حيوشن جيمونش كانت اول كيك داخل صوت داخل قا طبعا تقشلو دعدال تقيب قشلو دعدال حي منين ويسكزات يقع سونار خاص غير خاص يهر بقويو اي صورت على انترنت شو انا حق يتسي شو قوسي عزال عبد الله هوني عندنا قيش باش تجي سنة أول كيك ده كان ساعة وابشي عن жизни даже ده كده ودوشته بيوخلي يتي ولا شيء حقول أصلا я честно сказать я такой и нан حغيري ده حغوري ويجري حيواني اشتغل صندوق خلا داتي بيوخل دري قال تاع يزدوش بحرمات بيشو متجاتر حاجو ده تاع يزدوش خميسة. Если вы говорите, давайте поговорим об географии, я не знаю, о чем угодно, но не надо переходить границы. Скажем, если бьем отбить, я сейчас, когда мне пишут что-нибудь плохое, любой, да, в основном, сразу, ой, хаметти, я сразу, я дальше не читаю, я с рабами не общаюсь. Хунядин, хау раб кадыровский, хау хунядин, раб. Они даже не понимают, почему я их называю рабами.
потому что только раб может вести такую дискуссию, спрятав лицо, не зная ни имени, ничего не показывая, и говорить «Санан дини ла, елли ла, йохстаги ла», и гумш диц. Сабал бас тюнен, центюнен, бяхмабат, яркотален умгала. Я не могу говорить о чужих матерях это. У меня уважение даже к матери этого человека. Поэтому издеваться. Да. Но пока вы здесь, раз вы вопросы не задаете, хочу пополнение наше показать. Сагуш мало, что вы, Абдул? Видео, что, гушу? Гушу. Так, смотрите, давайте, я в Инстаграме не успел, книга, Керкэшл, Герз, Дагой-то доклад. Итак, есть великолепная книга, которую мы задонатили, нам помогли. Некоторые аспекты правовой культуры чеченцев и ингушей. 1880-1970. А. Плиев. Пишет книга Йошуа Инздану Ацуя Ахюгардуай. Следующая книга. Чеченцы, герои Советского Союза, герои России, период Великой Отечественной войны, Ислам Хатуев. Вот такая великолепная книга. Тоже у нас есть. Теперь мы можем брать материалы, тоже будем брать оттуда материалы. Следующая книга. Словарь географических терминов чеченского языка. Наш великолепный Далдухуахвали Арби Вагапов, Чеченский государственный университет. Вот такая вот книга. Здесь у нас идет о географических терминах чеченских. Поэтому я считаю, что это очень нужно в нашей работе. Очень важно, что географический метод шире. Уж я здесь на приятном говорящую Арби Вагапов. Вот такая вот книга. Для тех, кто не знает, она у нас тоже есть. Дальше. Вагапов Арби, тоже словарь неологизмов чеченского языка. Федеральное агентство образования и науки, Чеченский государственный университет. Вот такая монография великолепная. Тоже хочу ознакомить вас. Мы тоже будем брать оттуда материалы. Вот такая вот книга. Культура и быт народов Северного Кавказа. Очень редкая книга. Здесь 1917-1967 год. Под изданием Горданова 1968 года. Вот такая вот книга. Здесь касаемо культуры быт народов Северного Кавказа. Все, что касается чеченцев, в том числе ингушей, поскольку в то время мы были одним народом, здесь мы тоже будем брать. Фрагменты истории, фольклоре и лексики чеченцев. Есть такая книга Зелимхана Мусаева. Вот такая, в основном по шумерам, по древней истории, Арашунхайта, Равайгайошу, мы его тоже будем использовать в нашей работе. Хочу вас ознакомить. Мы все видели книгу Берже «Чечня и чеченцы», но материал там был очень незрячий, почти что не было видно, но поскольку самые весомые документы и самое сильное, не скажу, но более плотное, заполненное описание об истории чеченцев написал Адольф Берже, француз, это Тифлис 1859 года, вот такая вот книга, она нам необходима, особенно у нас есть сейчас появились нордийцы, которые начали трактовать Берже и говорить, что якобы Берже рассказывал и говорил, что ауховцы и ауховская земля не является чеченской, утверждали они, что-то у Берже я не нашел. Великие имена Кавказа, история это настольная книга каждого горца и горянки. Называется книга, она тоже нам для работы нужна. Тайгиб Ашханов и Расул Нуцалханов. Вот такую вот книгу написали, посмотрим. Если здесь касаемо нас, чеченцев, или вообще, поскольку я вижу здесь на картинке Байсангура Биноевского, шейха Мансура, то есть на картинках, думаю, что в этих здесь шейх Мансур, вот здесь шейх Мансур, здесь Байсангур Биноевский, но без глаз, поскольку по исламу, походу, нельзя. Я думаю, что здесь тоже мы возьмем для себя полезную информацию, для тех, кто интересуется чеченской историей, тоже себе приобретите, если есть возможность. И есть книга Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа, Академии наук Чеченской Республики, Института этнографии и антропологии имени Миклая Миклуха, Российской Академии наук, Российский государственный архив древних актов, русско-чеченские отношения
вторая половина 16-17 веков, сборник документов Кушева. Мы слышали о ней, вот такая вот книга, чтобы было видно. Эта книга у нас тоже есть, мы будем брать из нее материалы и использовать во благо чеченской истории. Ну и как же, я всегда пишу, рассказываю, Нохчала больше. Саид Хамзат Миноев написал сборник сочинений, у него 3-й том идет как с названием Нохчала. Вот. Именно Нохчала я взял, чтобы ознакомиться, есть ли здесь что-то полезное для нас, для использования. Итак, мы много видим, я публикую очень много статей. Тагашвили есть у нас избранные труды по кавказоведению. Это очень редкие книги, никто их не покупал, но здесь мы нашли очень важные моменты по чеченской истории. Вот эта книга, это 2-томник, чтобы было понятно, это не одинаковый, 1-й, 2-й том. Вот. Здесь очень много важного по истории Чечни и чеченского народа. Так что вот эти книги тоже, они нужны для изучения нашей истории. Архивный вестник Архивного управления правительства Чеченской Республики. Вот 10-й выпуск, вы видели 11-й. На 11-м у нас были материалы очень важные. В 10-м мы тоже, я прошелся здесь по истории. Здесь есть очень интересные моменты. Так, состав. Здесь смотрел. Указ, состав, правительство, история архивной службы и по истории по архивным документам очень много интересного материала. Вот этих архивные вестники, конечно, если их собрать все, было бы великолепно. Это номер 10. У меня есть теперь 10 и 11. Надеюсь, что смогу приобрести 1, 2, 3, если получится, конечно. Это дорогое удовольствие, но по мере возможности постараемся собраться. Архивный вестник номер 10, архивное управление правительства Чеченской Республики. Итак, следующая книга, которая тоже должна быть у людей, которые изучают историю Чечни, это называется Саид Хамзат Ноев «Народ. Крик крови». Есть вот такая книга. Ну, чтобы было понятно, поскольку Саид Хамзат Ноев является доктором, если я не ошибаюсь, доктор исторических наук, поэтому некоторые моменты нам нужно изучать, смотреть. Надеюсь, что здесь очень важно про Хурита-Уральское государство, именно в этого периода. Здесь карты есть, картинки про Хурита, вот смотрите. Доказательства нашего, видно, нет, не знаю, вот так вот. Доказательства наших близкородственных отношений, документы и свидетельства. Хуриты, чеченцы и армяне называется. Одна из глав войны к древнему государству Метания и так далее и тому подобное. То есть тот, кто интересуется древней историей, уральских, хуритских, чеченских, вот такая вот хорошая книга. Ну, по крайней мере, у меня ее не было. Что-то, что нам необходимо взять из него нужно. Итак, древний край Нахистан. Ну, для изучающего древнюю историю. Смотрите, вот такая книга, объемная книга. Тоже Муноевская. Это не говорится о том, что я стал. Здесь есть башенные комплексы, здесь есть сражения, здесь есть картины, великолепные цветные картины. Очень хорошая книга для тех, кто начинает и Шатили, и Шарой, и Галанчош, и про котел, про оружие, скифское, сарматское, аланское. Вот все это есть в этой книге в основном, чтобы было понятно. Вот. Называется «Древний край Нахистан». Не сильно согласен, конечно, с названием, но не я автор, как говорится. Но книга очень такая, скажу вам, добротная. Думаю, что очень интересная. Мы использовали материал, и Сюли начали использовать, но поскольку у нас есть возможность сегодня, я потихоньку начал брать моменты книги, которые они пишут про нас. И одна из книг, которую они использовали, говорили о первом имаме Гази Мухаммад. Был такой первый имам Дагестана. Некоторые говорят Дагестана и Чечни. Но в любом случае, вот такая книга. Имам Гази Мухаммад называется. Здесь все, что касается... Есть цветные картины, есть фотографии, сражения. Здесь есть карты. Ну, альхамдулилля, да, мы с этой книги возьмем то, что касается нас, чеченцев.
И если есть где-то какие-то косяки, промашки или посягательства на нашу историю, мы обязательно постараюсь вас ознакомить. Ну, здесь есть Салатавия, не Салатавия, хорошие карты на этой, куски, отрывки карт. Думаю, что это важно в эту сторону. История Грузии. Как же без грузин, наших других соседей. Великолепная книга «История Грузии». Картлист Ховреба. «Жизнь царей». У меня была такая версия, которая в желтом переплете, но показалась очень интересно, и именно ознакомиться с ней здесь про Саурмага, про дзурзуков, про чеченцев-дзурзуков. Поэтому эта книга у нас есть, «Картлист Ховреба. Жизнь Грузии» называется. «История Грузии». Эта книга у нас тоже есть. Архаика, Скифия и Кавказ. Но Скифия и Кавказ, Скифу только кто себе только не приписывает. Посмотрим, что здесь есть касаемо нас, насколько это нас касается. Здесь есть некоторые, чтобы было видно, вот такие вот рисунки, которые на копья, стрелы, которые находят на нашей территории. Поэтому считаю необходимым, что из этого что-то полезное мы сможем, если есть касаемо нас, мы его будем использовать. Вот книга называется «Архаика, Скифия и Кавказ». Посмотрим, что там. Ну и, конечно же, еще одна книга, которую нашел мой брат Центароевец из Ачхой-Мартана. Он совсем случайно наткнулся на книгу. Вот эта книга «Всемирная история» называется. К сожалению, он нашел только первый том. Но, надеюсь, мы найдем остальные тома, если есть. Здесь есть очень хорошие карты. Мне очень нравится. Это советская книга. В советское время все-таки отношение к истории было намного серьезнее, в отличие. Многим не нравится, конечно, но кому не нравится, тот может не читать, но мы должны ознакомиться со всей стороны. Вот такая великолепная книга «Всемирная история». Первый том от брата задонатил наш брат Ачхой Мартановец Ибраим. Он не тот Ибраим, который здесь Ибраим, а другой, еще один Ибраим есть у меня, Центароевец из Ачхой Мартана. Вот со всеми книгами, которые задонатили, которые мы приобрели, я до вас довел, познакомил вас. Почему? Потому что мы будем использовать только литературу, имеется в виду только то, что полезно, важно, надеюсь, что понравится. Все, что здесь есть, надо найти, перевести его, взять, сделать видео. Я думаю, что у вас еще порадует много раз хорошая история. Наш сосед Думык очередной раз скажет: неужели у вас кроме никого нету Варя? Приходится из всех этих книг искать куски героев чеченцев. Как говорится, что я вас ознакомил с людьми, которые задонатили, такой. Интересно. Говорите, что там. Есть вопрос, задавайте, нет, отдохнуть. Я так понимаю, что вы хотите многие уже спать. Да, хата что? Хата ши, ваша хата дуса. А хата? Начиная с 2018 года, Хохайна Катчелсон, Ахума Хейстелла Хейтем вообще. Нича. Юкметик, юкметик. Хайн. Хайнц. Лулгор. Лулгор. Ну, да, конечно. Конечно, поменялось. Многие... В лучшую сторону или в худшую? Ну, в плане... Сейчас вышел трехтомник в Грузии. История Ингушетии. Надо сперва прочитать, и будет уже ясно, лучшую или худшую. А так, как тебе сказать, активность проявляют, пишут, гадят, где могут. То есть фитначи. А остальное...
Не знаю, вроде бы стало чуть полегче. Понизился градус, так сказать, по крайней мере, с западной стороны чуть-чуть понизился градус накала. А вот с востока почему-то набирается, как ни странно. Я тут еще одну нехорошую тенденцию заметил, Башлам. Какую? Вот молодежь, я, А, хотя сову это молодежью, хибаш вок совать, ник йоколар. Заметил такую тенденцию, что наши маленькие историки, в кавычках, да, из истории переходят ага. в язычество. То есть там из Ты солнца меня не про делают... это спрашивал. Ты мне вопрос не поэтому задавал, поэтому это уже другая категория. То, что Я увлекается понял, я язычеством, просто другое спрашивал сейчас. да, и я, к сожалению, скажу тебе, эта тенденция в не лучшую сторону. Да, этот Анунаки Тихи начал набирать себе сторонников. Не знаю, через ТикТок, наверное. Потому что слишком молодая поросль начала этими вопросами интересоваться. Хотя они нисколько не разбираются. Они реально думают, что Анунахи больше, короче, дебилизмом занимаются. Они не знают, кто такие Анунаки, не знают, что язычество и языческие божества, все эти 2000 богов, им ничем не помогут. И даже не помогли. Голцунах. На самом Богу Духайон из Малх Бац, вот берут солнце, короче, добавляют в ник и делают, короче, какие-то символы с чатом GPT, короче. Потом преподносят это, как будто это какая-то древняя история, там, войнахов Бог, штатс. То, что мы верили в это, верили в то, Бог. Нету никаких... этого... Я понимаю, и когда ты дианонишь этого человека и звонишь ему на телефон и говоришь, Ажана, у вас абьются купал бой, он уже защищается, говоря, что ну это же типа не язычество, да, типа история моя, я же про историю говорю, Бог, шпалить, Волла. Хаба Хариш, сон. Ошах, я все вместе с Очи Хаба Хариш, чтобы раз и навсегда посадить их на пятую точку. Ну, видишь, они не хотят они по истории говорить, они просто выдумывают. Оша, а ты знал, что мы вот такие, как мы с тобой, это уже вымирающий вид, нет? Лысеющий вид я знаю про себя, но вымирать еще чуть-чуть. Я не про это, да, ишь, цабос. Все те вот нормальные, адекватные люди, которым интересна своя история, там, гылк, адат, богом наштать, иш тамел лёда гэрч, та пармат эдук, вайк эзгбюч, бюрмат эзгбюч, та клейлера, та суанта эдук, та пейда боч, доч, достич, та нормально адамсан дхаил гэрч, нах бахс, шток эзгбис, ну, башлам. Ариант бошса, ара оболна, هم على تلاسون. Но TikTok человек он гушду, хок Telegram человек он гушду. Так вот, представь, какой мы маленький процент вот всего этого целого, короче. К сожалению, это так. Но есть и хорошая сторона, мама. Я сказал, у меня на канале, а там в основном только патриотизм и история, и иногда опровержение. До 5 миллионов поднялось просмотры. И 2 месяца уже держу так. Что радует, конечно. 1-2 миллиона в YouTube Чуаду, если я не ошибаюсь. 2 перешагнуть и на YouTube Чуа. Нет, тут... Уварай, бля. Давай, Ой, да, Берхте Ибраим, это заслуга. Еще раз, братья, всех, кто здесь. У нас есть свой сайт с нашей историей, культурой, традицией, даже музыкой. Ибраим, культура, география. Ибраим днем и ночью колдует над ним. dzurzuketia.com юшунвей. Подписаться Дикелу Махвар душун. Про археологию, про культуру Шадыг.
Мы только набираем обороты. Есть еще одна хорошая новость, поскольку сейчас мы говорим о новостях. В Австрии открывается культурный центр чеченцев именно, еще один, с помощью наших местных, так скажем, добровольческих отрядов открывается там. Шведы и датчане начали с нами взаимодействовать, вплоть до того, что мы начали на немецком писать и отправлять им, и даже, да, надеюсь, будет защита диссертации на немецком языке. Это тоже наша заслуга. Активно работают ребята сейчас по английской и немецкой версии Википедии, исправляют ошибки. Короче, в Германию, кто не знает, дошла новость до меня. Эздел «Земная вечность» Абадиевский книг перевели на немецкий язык, и она есть в библиотеке Берлина. И он настигли, один из немцев увидел башню, он думал, что про чеченцев, нашел, потом прочитал, удивился, что на немецком языке, скинул ее нашему брату. Он узнал, я сейчас попросил его скинуть, если есть видео снятие, Хаят Эласим. Они будут сейчас через власти пытаться, чтобы ее запретили в Германии. То есть люди, которые сдались под чеченским именем в Германии, перевели на немецкий язык, переводят, делают статьи, оскорбляющие чеченцев, и публикуют, выставляют, выкидывают англоязычные и европейские Википедию. Есть и нехорошая тенденция, но, альхамдулилlah, наши ребята, которые работают в Википедии, на немецком Википедии, немцы, это включая шведов, датчан, блокируют, убирают, очищают, выставляют реальную историю. Работа идет, духом ждите еще, но тому пример буквально сейчас реставрировать и ноября с Дзурзукетиком. Буквально мы были на там 10-м, 100-м месте. Сейчас выбрались, стали в первой тройке, первыми стали. Поэтому все зависит от подписчиков. Подписывайтесь, отправляйте Ибраиму. Там, я думаю, что есть чат обратной связи, или как это называется, материал Шаштая, Чани и достоверно Хальчани Ибраим спубликовать Ирю. А это, как говорится, не халам балам. Мы ушли своими силами, без всякого финансирования, без всякой, так сказать, поддержки, своими силами ушли на самый высокий уровень. Да, а пока двигаемся, харцу и шея шбакотула, яша, вайнокчикам дикча аудиотер допайдан. Что есть хорошие результаты. Чадик дейти ищ сахва. Эштун дукшон. Сейчас. Сбербанк. Донат один пришел. Сейд из Ютуба, Цуантру. Самый большой донат такой Сайду Яйтин. Ибраим. Уж твой гошка, это 850 рублей, да? Цудайтин, нормально. ДРС хэцун даду хуахо сайт болдистник эзершка соуду летел. Ну, нормально, ца книга миори вэльнец. Да, съедой. 5 человек. 4 из Инстаграма задонатили и 1 из Ютуба. Красавчик. Это и понятно, очень активно бутов, да? Цуантрой, последний. У нас бях, все активно. Швайп может публиковать, вяж генерал, маршал публиковать, вяж хаскат, сально. Да. Это взаимное, так сказать. Взаимно, что. Да, важно, что ты речена, инжели биодепрессия клоч, усуда, что интернет, да, але лама قاعد دقوچوا. وقتها دیگ اینترنت ماشین چه دیگ شدیک حقوق شوات هنگوش داد ها اینجوری спокойно دیگ دونا. Я сейчас мое время весна, бухтсум халяла, уже рыбалка, я слышу. У меня месяц где-то, полмесяца, наверное, я буду антидепрессант, халалати, да.
рыбалки вечер, озере, прямой эфир сейчас. Я пытаюсь иногда чуть-чуть отходить, вечно чувала, давай уже. Дикция. Швец метик буй рыбалки яла. Проблема, я цветя, километрик теря, на усун, стажим прогресс. Хищничаренам периода başla. Хищный бас, Хищничарен. бомба. Я периода. Не, только ногчич аребе признаваться, нацик, мол, раз ногчич аребе признаться, да. Başla, kügi şikvagi bolç çakar bo çakar boy. Şikvagi, nava hiç eğer şurada kanlı basın. Davul çıkan ne yapmış, başa boş kıl, şurada da lehçe son. Все. Это уважение ол, что дороги, а мамуата сразу. Да, все, Ибра, Мухаммад, все, хинастан куириш, он даже, давала концерны. Хотя, что он нормально современный парень, да, Рамштайник, вот, что Ибра. Рамштайн, بيحسن تبل بسلام حسن حلقة دعوة اشتات حدو حين حلقة بك 8 مليون ديقر ورسن تعويجن دير إيه دون شادي. والله بالله هو ادم ده احسن صومال ده شنو добрый он. Ну, не прячем, це проблеми, я твіж там дико. Ну, удивно. Хищный шагал, что Грозинский море, будь что окунь был, да хис аухир ваш валер связи так, он сосомик штарц улет, ну что киги даришь и дамбы давул вели, дамбан баня, он чар халсаба. دقة هقها على نيوتيجا وبروتي أفريل شلوش بو لرسوك نو خيشنا بوفريلا No organčar, buj organčar meriskol başla. Abdul halkı mı da organçar haba ya August ya çoğun abi mı so Okey bağlasam ne okey bağ organčar o meriskol. O saç Jim de la org bu dedi. Da. Valla o da sen İnsan bir de la. O saç sen mi ne? Jim de la o laf de la. Der o da ya da prosto ya da. Dela Abdullum alsam da no dester doni da no. Des diye kadın ta. Dela dester dasti amel çok Jim de la ham çok Jim de la dester dasti alma. Dester don hiç yok mu yine? Çoğu lunch dehne oyun oksara halşarik haş çoğu diklu dehne oyun. Sonda rica dış modul de la dester don da no. Şer halba diye kadın. Dela o da şeşka. Все делом, да, режим. Все хуже и хуже. Да, есть такая беда. Печально. Şu deşik orada la, onzalayı hakit varsa, layı hakit, ашминези херда, тромпейдные херёны. Я описание, G.Grozный, 39 лет, блогер Алязин, за скобочки чу, не женат, там курсурдается ты. 39 دولار بشعب $10 أركي سولة بدك يتعتال يعني خيطة يتعتوش تهور دوسة 39 دولار зато меточкнешь бас меточкнешь старый я зё нога не историк Олим Соборыш Или Сунсан хотите заработать несколько лямов за бесплатно или богу? Я одинокая мама, я могу научить вас заработать 70 тысяч или богу. Да, беслам, просто так ключ, Я лысин бах цунах дона, штампин дона, все, сон лысы белла, короче, хинза кемон ойлятся еза сахлмаца везу. Ой, они женат, короче, да я корвошу, там, край света, сюда, романтик, включить тенцал. Да, Вава, к завершению, как всегда, начали за здравие, закончили за упокой больше, Александр. Ты не представляешь, какое количество нординских ботов, мужчин притворяются женщинами, начинают писать, у меня один суст дает, и хар дает, и, ну ты понял, да, о чем? Настолько наивно, уже я их за версту чую, как царь Лилуштейн. Но женат, не женат, ты и вопрос. Не, абыч больше оценивая, хаш, с двух современных башлан, миш боюсом, еще буйгач, но царь язычем сразу харсом уже морзвелла. Рыбак, постой.
Ишь, был связи. То есть ты пытаешься сказать то, что они мне пишут, и я ими доволен. Во, что? Нет, пока выбор невелик, Барас. Да, да. Да Окей, положение. да без Адам, времени окей, раки. положение. И обе, я вообще очень представляю, да? Да здравствует и GPT-чат. Все-таки, представляете, и вот он, санернику, реально, он нернику, я за иньохон и там, за. Сейчас вот эмоции жуасын и бэкшер, сидер чихит, там, да, забьет, порох, цехол. Вая сохчуа, эрвирчуа. So, студент волчхайна. Цагалы ё өзден сучо езелери туда-сюда, элас. Подхватит дин цари. Тхуха онгалги хунца биз. Хуниятин онгалги ё отказат. Цар цунаха. Цашир бата вахда имцадуч дейси царихум. Азбах. Шадик хастацу. То есть здесь, что бы ты ни сказал, сразу тебя воспринимают, знаешь. So, Ибраим, очень Германия, да, урут хашин, щитос, хоушартуя. Сега, пересадка, реал трансхайрел, меш. Бельште хачас, мешчинцу, цова, отец мовала. لا أظن إنك دخلت ثاني زوق سلطان سندوني موت بيت مقرات سجى مو بارس بس خلق هي جن دقة قصون بار شي صون بار تعدي ترقص سجى Да. Вайц, турк я, слушай, о. Сега, Турция, ё. Турция, он был хан, шабаш, Ибраим. Yorach, Yorach, из-за дешевизны. Не, башла, им хватит сон сейчас. 1 июля наш день Реал Трансхайр, РЦР. Башла, не, им понятно, но история нервницами, но тоже нужно думать. Вот, серьезно, было не хай описание, я зура, не женат, чтобы на следующем эфире это было. Сокадон. Жди, хуя передач, перегонат, хуже, из-за я цвору, сам берешь, пожалуй, я Роза Сабитова, Ярис, Вах, Яри, Билери. Да. Я Инстаграм чуаха, дубликат лилос, там модер вокса, башлам.39 лайф. Все аяци, са башламю. حطول سامو تليمون بشلام عليك فكين دو زود بيش قاعد دوخ اسمه لايك واتنا اسمه صورت ده ايوه شو بودر молодой وسط خاص دو زود بيش لايك فكين سي كوتش بيحكي عليك واتنا جريمو احق لايك واتنا اسمه لايك واتنا على بشلام سملچو دوحر انستغرام تيقن جان ما بيو واحد غايون لايك سبان دو جاري بيدون سو متى رقيجان гои цегои да цахани идветиш мото год идветиш 20 цакакоем до идон цоэн деяхтам эресе цоэна оказывается хинсан цагор цахечки прогушалок цоэна лайк хватина. Да. Ну, нас болик дич, сунам, я хацахиети, хинс, харю, трейдзю, инстаграму, еш, лилошу, инстаграм, лилочуха, цер, че инстаграм, цани метовский трейдзю, социальной сетью, они, чтобы для продвижения нужно сделать трейдзю, регистрацию. А тига, шедик зудбельду. В основном, и если там взаимная подписка, чуя цандина, подрядва, имеет мелочен лайк, что я нас, халох. Сидя, оказывается, тут трейд, а лайк хватит, инстаграму, такой чхалок, инстаграм. Разбер хватит лайк, изи ВКонтакте, чуа, из Денирас, ВКонтакте, собаки царь, хунядин, ултига. Желаемые цаунядина. Вот тигаю Евлоева, Вахуня, шам ело галги фамилии шо, шам ело зудбеш подряд принять нас дружбу шяц, лайк шхетин. Синьте халялла. Самой тига шам елик история публикация мою, иш мобат жизни человек бист харацу тяил публикация. Иш оказывается для продвижения, хинц подписаться, то есть царно подписаться, мелдеш вы говори, царно страниц, да, гушу. То есть иногда нужно это делать.
но бодигрить не сильно помогает. Instagram دون ده أيوة سنزين سوى استراخ إريسك لدوشان بقدك هلا ده لحظة تيجي شو شو بتستوي برنامج بقدك يسلا شوح تخو شنو مو يعني تو فيديو حشوق الليستة تيجي لنا تخو تاعي ما تاعي لايك دون شو دقة إيش دقة خير شو اللي بيرك شو قاس ولا لايك شيء كنا بس شو هوني شعور سو إتيا هو الخاص إذا ترك عشوق كامل كلابي حس بطرو دينا ترك بريخوتوش يتعلم حاجة إخوش استعلي سنين سي بدأت أنا سي حلش كنا ريل سيات حلش كنا لايك نوتينا تاني أزين سوي سايد سالمو سايد وشو بشلام أهلاك نوتينا جنيولا وإذا خويتي سكرينيا يتام بس короче تعرف تجوا نت بعلمات حامة بوي كنسر ولا كذا بعلمات دوش أوتو تعرف دوش دات даже иных заметить сразу حياتي رسول так надо быть очень осторожно при листании, а просто халюшка на пелк сана халма тетни лайк хватится. Сюда реларушил весь. Бигду да ас вежри وين قازلا صح دو ويديك بخسح почти что دي صح تحكي эфир ашук сажим садоэта дуато истории я даю да следующий да ла баштиш медац مثلا ديريس خيل عديكوال إبراهيم ديريس خيل دقوا أخوال أو كاكسي تحيزي عبد المحمد مثلا تليجرام شابو وزري شو ده سي دوال ده دقتا دوال ويقان ده دين دي ساقان أفيري وي ساجين по картам пройтись до Аусардуя Кан, отвечая на вопросы, я вам покажу карты, которые они утверждают и говорят, какова была территория. У нас, благо, и карты есть. Мы потихоньку ими запасаемся. Нахал дурдук. Масера бюзде калевил. Ой, связи аду. Сокуда сайеш ваху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Wa alaikum assalam. Thank you. Masera. Масера.